Это получается за час не шутки так. Да? Ну вот здесь сразу где-то, они же там Вот стоят. здесь, вон, У вот нас там. есть где желтая, здесь камера стоит. Да, вижу. А ее лучше вот здесь поставить. А то надо жителей делать или 20 часов Да. Да? И сейчас прошу. Кабеля хватает, подойти туда. Мы его отсюда выкинем, обратно заберем, А, то есть вы вот здесь, вдоль этой сетки поставите, да? Ну, Ага. где-то вот где-то сетка будет стоять.
минутная готовность. Через 1 минуту будет дан старт первому открывающему. Первой паре открывающих. Вызывали кто-нибудь, ребят? И прямо, знаете, вспоминается бессмертное «Доброе утро», только на сей раз не Вьетнам, а Штагол. По счастью, нет у нас такого. Добро пожаловать, дорогие друзья, добро пожаловать на игры «Дети Азии», Кузбасс, Кемерово. И, соответственно, что мы с вами сегодня будем наблюдать? Мы с вами сегодня будем наблюдать параллельный гигантский слалом юниоры и юниорки. И, соответственно, все это дело, прямо начиная с квалификации, мы с вами вместе, кто в урочной, кто не в урочной. Россия большая, за что и спасибо. Будем радоваться, будем наслаждаться этим прекрасным, совершенно чудесным зрелищем. Для вас работает комментатор телеканала «Матч» Дмитрий Бобцов, мой коллега Андрей Смирнов. В очередной раз. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. На том же Доброе месте, утро. в тот же час, дорогие друзья. Уважаемые зрители, ну, а нам показывают панораму как Саянских гор, это Кемеровская область, Кузбасс, Таштагол. На заставках вы видели эти шикарные виды с скалы и так далее, но это близко находится к Таштаголу, тоже тот же район, это Шерегеш, это были так называемые верблюды, как их в народе называют, такие очень красивые. Но я так понимаю, что Андрею образования. довелось там покататься в душе. Да. Регулярно там бываем, стараемся каждый год. В общем, Кузбасс — это удивительный по своей красоте природный регион. Ну и всем хочется пожелать и вообще посоветовать там побывать. Ну а перед нами детали трассы. Старт на 545, 430 финиш, 483 длина трассы и вертикальный, ну, перепад высот 115 метров. Дроп 115, да, угол наклона 13 градусов и 21 пара ворот. Да. Ну, пара, потому что два курса, красный и синий. И, да. соответственно, всё. Обратите внимание, в общем, погодка-то... О, неплохо. Подмораживает. Да. Минус 10 снег, минус 5 этот. Что с ветром? 2 метра в секунду? Ну, нормально все, в отличие от... Ну, не сдувает их, по крайней мере, да, ниоткуда. То, что еще, кстати, хотелось бы отметить, то, что с чего режиссер начал, с совершенно замечательного талисмана. Вот это мне безумно нравится. Вот, это рисунок, который сделанный. Класс вообще. Да, ну на сайте, кстати, на сайте азиатских игр Дети Азии 2, да, можно увидеть этого рысенка, ну, вернее, не рысенка, а вот ту рысь Тихона, которого взяли, да, за основу для создания вот этого рысенка Тихони. В прямом эфире установлена веб-камера, и каждый, кто посетит этот веб-сайт, может посмотреть, что там вообще происходит. Что же у нас сегодня здесь будет происходить, Андрей? Рассказывайте про регламент, рассказывайте про то, как это дело сейчас будет. Собственно, в данный момент у нас готовится начало квалификации. Вот мы видим первые 4 пары. Таким вот образом стартуют сначала девчонки, девушки-юниорки. Вот, посмотрим, их разбили уже на пары в результате жеребьевки предварительной. И вот сейчас будет проходить квалификация. Проезжают сначала каждая из участниц должна проехать по красной трассе, и затем они меняются местами и проезжают, соответственно, одна девушка по синей, другая по красной. Так,
Хорошо, это понятно. Вот они идут в парах, сейчас квалификация. То есть пары у них не меняются. Одна идет по красной, а другая по синей. Потом просто та же пара, только поменялись Да, трассы. совершенно А верно. как определяют, кто пошел дальше? Потому что, допустим, одна выиграла синюю трассу, а другая выиграла красную трассу. Не, дело в том, что победительница в первом заезде в дальнейшем будет уже выбирать. Вернее, они меняются местами, да, Ну и в дальнейшем как бы там будет вот этот вот временной гэп, то есть победительница будет стартовать раньше по следующей, вот. да. Теперь Да, понятно. то есть, да. И в дальнейшем по времени, соответственно, общее время будет. Ну вот просто у нас нечастый гость, прямо скажем, параллельный гигантский Да, я слалом. начал говорить сейчас про выбор трассы победительницы. Да, это уже будет после квалификации. Это в Олимпийке, когда уже пойдет, когда Да, уже пойдет когда у 1/16. нас пойдут уже финалы. Девушка человек или спортсменка, или спортсмен, да, неважно, да. показавший лучший результат в квалификации, уже проходит, то есть имеет возможность выбирать трассу. На которой он пойдет дальше. Да. Ну и поехали. Красная трасса, синяя трасса. 11 номер. Это у нас Виктория Падалица. Она у нас идет по красной. И, соответственно, Азалия Тимиргазина, которая пойдет по синей. Падалица Виктория. Первый разряд. Москва, Московская горнолыжная академия. И Тимиргазина Азалия, Республика Башкортостан. Ну, как раз синяя трасса пока так хорошо отрывается. Аккуратничает Виктория. Но надо понимать, что это как раз скоростная дисциплина. И здесь вылеты, они, мягко говоря, не приветствуются. Да, здесь очень важно по минимальной траектории пройти, в общем, свой маршрут, объехать максимально Правильно. быстро и правильно флажки. Ну вот или, смотрите, если вы как раз хотите то, что называется пройти в ворота. то, что называется гэп, но здесь тяжело будет по ходу, я думаю, разбираться. 39:47 время Тимиргазиной. И, соответственно, сейчас посмотрим, что Виктории ставят. Интересно, будет ли тут как в параллельном слаломе, когда максимальное отставание по 1,5 секунды, вот и все, то есть, чтобы не было такого. Если она где-то упала, там на 5 секунд задержали, чтобы она ее на старте морозили. Все это время. Нет, такого, конечно же, не будет. Вот все так же будет, да, вот 1,5 секунды. Ну да, время Виктории 44:20. Бабулика, дай всем привет. Первый заезд есть. Азалия довольно уверенно выигрывает. Здесь спасибо большое. Что называется, следующий. Анастасия Башлыкова, синяя трасса, и Дарья Черкасова по трассе красной. Дарья Черкасова вчера буквально заняла второе место здесь же, в Таштаголе. Ох, какой там был, конечно. И финалы были хороши. Вот, именно фокросса. Да, ну, Борт-кросса, получается, Дарья Черкасова и многие девчонки в этом заезде выступают в двух дисциплинах. И в параллельном слаломе, и в сноуборд-кроссе. Вот любопытно. Любопытно. Черкасова у нас по красной как раз. Посмотрим. Пока так. Кстати, обратите внимание, Дарья Черкасова стартует на том же самом сетапе, на котором она гоняла вчера. То есть на кроссерской доске. На кроссерской доске. Да, то есть там мягкие крепления и передача импульса, в общем, не такая быстрая, как, скажем, вот, обратите внимание, комплект для параллельного слалома, там жесткие крепления, жесткие ботинки пластиковые, похожие на горные лыжи. Если это вот я объясняю, если кто, может быть, не в курсе. Да, и доска, соответственно, более жесткая. Здесь нет прыжков, поэтому там не нужна мягкость. То есть, если мы говорим о мягкости досок, то доска для фристайла, для прыжков с трамплинов, она максимально мягкая из всех дисциплин. Угу.
Ну, там, и, да, там нужна как раз... Да, ну посмотрите, да, вот отстоящие уезжают. как жестко, мощно закладывает дуги спортсменка. Анастасия Башлыкова здесь 37.88. Это время лучшему той же Тимиргазиной почти на 2 секунды. Слалом и параллельный слалом — это самые скоростные дисциплины в сноуборде, и поэтому вот Ну, не знаю, да, вот Дарья Черкасова, Ну вот она, да, к вчерашнему дню. И ну, Настя молодец. заведомо участницы на борт досках или на фристайловых досках будут проигрывать здесь в параллельном слаломе. Ну, при равном мастерстве, просто Да. техникой. Да. Но это вот то, о чем мы с вами успели вчера порассуждать. То есть спортсмен, выступающий как раз сейчас по юниорам, а это, ну, как бы юниоры еще все-таки, да, у них нету такого количества и такой возможности возить с собой там несколько комплектов. оборудование. Даже если ты выступаешь, то есть у тебя есть профильная дисциплина, и на остальном, ну, ты тоже проедь как-нибудь, да, то есть уже ладно. Потому что понятно, ой, какая прелесть, Какая ой, красота. какая красота. Как я люблю такие фишки во фристайле, это же просто Да. потрясающе. Ну, это круто. Ну, потому что этот вид спорта, он не про то, не про голы, очки, секунды, он про фан. Это вот по-другому ты, наверное, не В общем, скажешь. да, да. Арина Кузнецова, трасса синяя, Республика и Башкортостан. Анжелина Таук Представительница Ливана Анжелина Таук. по красной трассе, там она подкрадывается так. Там та же самая история. Там просто оборудование, ну, скажем так, я не могу сказать, что неподходящее, но заведомо с таким оборудованием участница в проигрыше будет. Здесь прямо яркие такие, кислотная защита Конечно, голени. Защита голени, жесткий крепеж, жесткие ботинки, то есть в общем-то, Жесткие уши на шлеме, чтобы не в общем, отвалилось Арина ничего. может даже не Ну, не беспокоиться. напрягаться даже. А понятно, что может То пройти есть быстрее. дальше уже самое рубилово, так сказать, уже основные соревнования пройдут в финальных заездах. Ну, что-то задумалась. Да нет, все нормально вроде бы. Просто Ну, как, присела. подустала, раскатывается, когда в самом начале соревнований, ну, может быть какая-то усталость, такая некая ватность в теле, ну, бывает. Ну, такое. когда первая... Сейчас раскатаются, может быть, не было тренировки или была там буквально там один заезд. Ну, вы сейчас рассказываете то, про что, ну, то, на чем у нас именно в Кудо горят очень многие даже бойцы уровня сборной. То есть человек, который блестяще готов. Вот первый бой на каком-нибудь крупном турнире, да, на России, на федеральном округе, и ты еще не вошел, ты не прогрелся, не продышался. То есть вот тело, вроде ты его чувствуешь, но не очень. Да, и вот они максимально, то есть бойцы высокого уровня, они стараются максимально аккуратно подраться, с тем, чтобы спокойно войти вот в этот соревновательный режим и потом уже давать замесы. Ну, как раз гостья из Ирана прошла на Из Ливана, да. из Ливана, прошу прощения, на свою силу, насколько могла, но могла с отставанием. Здесь, конечно, даже не смешно, здесь 17 секунд, это много. Да. Мария Григорьева и София Агнетова. Еще у нас парочка. София Агнетова — это Республика Саха, Якутия. Якутия. У нее лучший результат — это первенство Южно-Сахалинска, там в параллельном слаломе 10 место, в гиганте 7. Ну, мы здесь смотрим по результатам. Здесь как раз не стали организаторы пускать пыль в глаза, то есть лепить сюда топовых сборников, даже если они по возрасту подходили. А, да, вот дать посоревноваться вот как раз ближайшему Да, юниорскому резерву, чтобы делать соревнования, имеющими смысл. На мой взгляд, это правильно. Например, Мария Григорьева первый разряд и лучший результат всероссийские соревнования в Таштаголе, 9 место. Ну, она сама с Кузбасса, то есть вот, скажем так, хозяйка, да, как принято говорить. Ну да, хозяйка практически Медной горы здесь, ну, не скажешь. Мария Ну, это скорее про Урал. Да, ну да. Ну, в общем, она да, недалеко от недалеко. истины. Вот. Мария Григорьева уверенно финиширует, очень в таком хорошем стиле, прямо скажем, что со временем.
Пока самые быстрые секунды показала Башлыкова. У нее 37.88. Ну, у Кузнецовой, прошу прощения, в заезде перед этим напрягаться, в принципе, не было необходимости, поскольку у нее соперница из серии «Ты только не упади». Вот, ты уж как-нибудь доедь. Молодец, со своей задачей справилась. Ну, как раз все-таки ливанский спортсмен, это из серии тоже участие. Потому что есть те, кто Да, претендует. главное не победа, главное участие. Да, оно самое. Итак, Маша Григорьева 39-39. Ну вот они примерно в этих всех 2-3 секундах будут где-то стоять. И София Агнетова 44-32. Что-то, видимо, пока не очень, чтобы очень. Но с другой стороны, с оборудованием все в порядке. Здесь выступают на похожих комплектах. Ведь? Да, сделан, ну, то есть комплекты специально заточены под слалом. Так что здесь все в порядке. Хочу передать привет. Просто, значит, соревновательный опыт. Ну и соревновательный опыт, в принципе, готовность к соревнованию, она у всех разная. Стартовые кондиции, если хотите, тоже у всех разные. Кристина Зайцева, синяя трасса, и Анна Кузнецова, трасса красная. Вашему вниманию. На всероссийских соревнованиях в Ижевске у нее У кого, было прошу 8-е место. У Кристины Зайцевой. прощения? Погнали. Щелк. Новая участница по красной трассе под номером 19. Кузнецова Анна, О. трассе под номером 20. Зайцева Кристина. Дальневосточный федеральный округ. Ну, у Кузнецовой Анны вчера было также вот 4-е место в сноуборд-кроссе. Как вы видите, она сменила снаряд, выступает на профильном оборудовании. Ну вот да, как раз хотелось бы отметить. То есть Кандидат в мастера спорта. все-таки это Между возможность. прочим, да. Синяя потихонечку Нет, первое место. Да. начинает первое Кристина сейчас накатывать. Сейчас Ане немножечко бы прибавить. И в концовочке кто? Все-таки Кристина. Кристина, да. Очень ровно шли, очень хороший заезд, очень конкурентный. Такой всегда интересно смотреть. Привет. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Привет, мама. Мило. Мило, да. Не, ну это, они очень искренние. Они еще не умеют, что называется. Надеюсь, никогда не научится. Да, никогда не научатся вот этому излишнему пафосу какому-то. Они вполне себе хорошие, открытые там, юниоры, девочки, мальчики. Это, наверное, большое дело. Такая открытость. Искренность вообще, в современном мире ценится. В мире вот этого целлулоида. Здесь прям хорошо прошла. И вначале было видно, что прямо вот подзарубится, конечно, в переносном смысле. Уж Кристина прям вкатывалась вначале. Как будто сдалась, да? Ну, или, В какой-то может момент. быть, сил не хватило, или вот... Тут и сила умения, у них разница-то небольшая, обратите Да. внимание. То есть 39-28, по меркам скоростных видов, а это скоростной вид, 6 десяток, это довольно много. Но это опять с чем сравнивать? С результатом пары Григорьева-Агнетова, где разница 5 секунд, или здесь, где разница 6 десяток, где была борьба острее. Протокол говорит о том, что здесь. А визуально, да, здесь с вами, Андрей, соглашусь, было полное ощущение, что в какой-то момент она потеряла ход немножко. Да. Потеряла ход, и, соответственно, пришлось ей там отстать. Мария Шафоростова и Виктория Козлова. Шафоростова по синей трассе, Козлова по красной, соответственно. Интересно, кстати, кто-нибудь еще выступит вот с этим, с какими-то там и приколюхами на шлеме. Понятно, что там парусность, понятно, что там все вот это, здорово. Ну, именно с ушками. Ну, не с ушками, там, не знаю, там, драконий гребень, Ну, панковский ракет, то есть все что угодно можно придумать. но в основном, я думаю, что это будут наклейки, стикеры на шлеме, которые будут говорить там каких-то, может быть, Предпочтениях. предпочтениях или историях из жизни, каких-то памятных. Вот это часто используется. Если обращать внимание на шлемы, вот, например, даже у сноубордистов, которые выступают на таком элитном мировом уровне, там уровне X-Games и так далее. Вот, например, японец с именем Тигго. У него, значит, на шлеме тигр. Вот это, в общем-то, и взрослые уже ребята. Ну, там Тем не это, менее, да. там это скорее такой антураж самого себя. Виктория Козлова в великолепном стиле абсолютно прошла
трассу свою очень уверенно. Виктория Козлова хороший опыт, кандидат в мастера спорта. На чемпионате Челябинской области в этом году по параллельному слалому 4 место, параллельный гигантский 6. Ну, то есть, Ну, то есть это такие. везде она крутится, шестерки, восьмерки. Но сейчас хорошая возможность, очень хорошо прошла. Сейчас время посмотрим. Да, ну это промежуточный лидер так по секундам. 35-41 на Хорошим таким запасом. Великолепно. И Шафоростова-то прошла 47-48, тоже очень неплохое время. Ну, 47, мне показалось 37, так 40 нет, 47 это не очень хорошее время, прямо скажем. Это 6-й из участников из всех. То есть хуже только тут у кого. Ну, Таук, понятно, здесь лидер, я думаю, будет бессменным и довольно надолго. Вероника Янгурчина и Яна Ульянова. Синяя и красная трасса, соответственно. Яна Ульянова, кандидат в мастера спорта. Ну, здесь, кстати, по-моему, Андрей, поправьте меня, если не ошибаюсь, выше КМС, в принципе, никого нет. Ну, это нормально. Да. Старт. Стартовали участницы по красной трассе под номером 23. Ульянова Яна, Уральский федеральный округ. По синей Ох. трассе под номером 20. Ох, агрессивно работает Ульянова, посмотрите. Вот это хорошо выглядит, мощно, красиво. Потому что Вероника Янгурчина тоже кандидат в мастера спорта. Ну, молодцы, посмотрите. Уральский федеральный округ. Накатывать. Да, практически Очень, вот вровень, очень. Вот вровень. здесь Ну вот, ошибается. И эх, вот это обидно очень. Мне кажется, падение-то не жесткое было. ну, не жестко, но я говорю, голова все равно приложилась. Благо здесь на Может быть, затыльнике. скорее, это эмоции, какая-то обида. И эмоции тоже ударилась. Нет, ударилась. Ударилась. Было видно, что она клацнула по склону. Склон жесткий, сейчас минус 10. Вы понимаете, да, вы падаете. Не на, как вы выражались, пухляк, да? Да, Сугроб. не в мягкий снег, не в сугроб. Конечно, здесь жесткая трасса. Специально готовится, уплотняется дополнительно уплотнительными машинами. То есть вот Участница под номером 20. называются такие машины ратраки. Уплотняют снег, разбивают, уплотняют под здесь собственным весом. Не пронесла. Но, не, она упала на ягодицы. Здесь скорее это... Ну, на скорости падения все равно бьет по Скорость организму. хорошая, да. Они едут километров сколько? Ну, от 40, От 40 там и выше, да. Но падение на скорости 40 км в час, оно ничего хорошего, в общем, вам для здоровья не приносит. Ну, чуть-чуть вот это называется, не справился с управлением ДНФ у Вероники. И Яна Ульянова 35 и 20. Результаты растут тем временем. Здесь надо, конечно, посмотреть. Главное, чтобы там все было хорошо, потому что такие падения это... Пришли девчонки поболеть, видимо, за своих. Ну, что бы нет. Ну, вроде все в порядке, уехала. Вероника. Да, это скорее такое первый шок от падения, Расстройство, да. расстройство, обида, в общем. То есть просто, ну, это еще девочки, надо понимать. Все-таки у всех разные эмоции. И бывают, конечно, и молодые люди, которые могут расплакаться от падения. Бывают. И не очень молодые. Вот если мы будем вспоминать параллельный слалом олимпийский, если вы видели финалы, то да, мужчины плакали. Вик Вайлд плакал. Не, ну там это выброс уже был таких эмоций, адреналина, на мой взгляд, когда просто тебя переполняло. Нет, смотрите, не все здорово. Грузят. То есть продолжается, да? Ну да, продолжается. Просто здесь сейчас что происходит? Трасса закрывается. Да, вот как вчера мы рассказывали нашим зрителям, и сегодня расскажем вам, уважаемые любители параллельного слалома, при падении, да, трасса закрывается, эвакуация происходит. Если необходимо. Если необходимо, да, до скорой помощи. Если травма, например, достаточно серьезная, тогда, в общем, происходит уже дальнейшая эвакуация в больницу. Вот вчера, например, на Смотрите. сноуборд-кроссе. Сейчас, секунду, посмотрите. Вот мое почтение тренеру Веронике Янгурчиной.
сумел вбить в подопечную, что не, вот она полетела, у нее рука пошла, она ее на автомате убрала. И упала она мягко, Ну, на видимо, плоскость. там копчик или что-то. Ну, она ударилась. Это сильный удар. Просто она убрала руку, выставя Да. она ее. Там, чтобы с человеком было сложно представить, там ничего хорошего бы не было точно. Да, руки выставлять ни в коем случае нельзя. И она просто, Таких это вот на замедленном повторе было классно видно, она дисциплинах. подобралась. Она подобралась, падение на мощную группу мышц, на ягодицы, на спину. Тебя организм защитит, если вы в состоянии. Тем более там нету торчащих никаких фракций, там, кусков арматуры и прочего. То есть жив ты останешься. И даже здоров останешься. А вот если руку выставишь, не останешься. Так, следующий заезд, 8-я пара. Соответственно, это у нас Василиса Рудакова и Гликерия Захарова. Гликерия Захарова, Сибирский федеральный округ. Но Василиса Рудакова, Дальневосточный федеральный округ. У Василисы второй разряд. У Гликерии КМС. КМС, идеал ну это мастера прям, спорта. да, прям ты сейчас, вот, пожалуйста, тебе, гоняйся, гоняйся Да, с давайте более высоким посмотрим, уровнем. да, как кто в данном случае окажется впереди. Не очень видно. О, спасибо большое. Небольшое отставание, но оно увеличивается. Но все равно это нельзя сказать. Ну, не катастрофа. Всякое может быть, но здесь вот явное нормально. преимущество, да. Нормально, уверенно на классе Захарова Гликерия выигрывает первое. Да, здесь получается Первый решает заезд. все-таки опыт. Опыт, мастерство все-таки. Ну, разряд это же не то, что так, не просто так Не присваивается. просто так, конечно. Спортивная квалификация, вот именно любительская, она для того и придумана была, чтобы соревноваться с равными. То есть в каких-то видах спорта выступает возраст в качестве критерия отбора. Да. Это касается в основном циклики. Бег, велик, плавание. По начальному уровню это очень критично. Что по времени? По времени Василиса Рудакова 38,69 и Гликерия я обогнала на В секунду. обе довольны. Ну, живы-здоровы. Ничего страшного. Это соревнование. Спорт. 37:20 время Гликерии. И следующая пара Марина Болтаева и Анфиса Шуршикова. Анфиса Шуршикова, представительница Сибири, Сибирский федеральный округ и тоже кандидат в мастера спорта. Марина Болтаева, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, спортшколы я имею в виду, представляет Уральский федеральный округ. Она у нас первый разряд. Ну вот, в общем, первый разряд может побороться как-то. Ну, на первом месте по Ханты-Мансийского автономного округа по юниоркам она была второй. В 23-м году в параллельном гигантском слаломе она была первой. То есть параллельный слалом вторая, параллельный гигант первая. Ну, неплохо. Чемпионка своего автономного округа как-никак. Но еще надо ехать. Марина Болтаева, это очень милый профайл на Джейсоновом борде, прям как прелесть, радуешься. Ох, хорошее время, потому что 35,8, прям круто, Анфиса. Мама, я тебя люблю. Здорово. Конечно, здорово. Прям Первая каждая стартующая. эмоция, это прямо, она, как правило, самая искренняя, как первое впечатление. Результат участницы под номером 27 Шуршиковой Анфисы 36-47. Под номером 28 Болтаева Марины 38-11. Анфиса, конечно, опережает. Тикс, у Марины 38,1. Я тебя люблю, и Никита тоже. Анфиса, привет! Мы вас любим! Привет! Отлично. Просто прекрасно, на мой взгляд. Мария Травничева. Вот Мария И Мария Травничева, Котова. кстати, мастер спорта уже. О,
Это серьезно. Потому что Мария Котова на КМС 22-го года, получается, да, мартовский, прошлого года. Посмотрим. Кубок губернатора по сноуборду в параллельном гиганте в Таштаголе, прошлогодний, который был 27 декабря, она его выиграла. Ну, Мария, вот всероссийский соревнования по сноуборду, здесь же в Таштаголе, в январе этого года 6-е место в параллельном слаломе, 4-е в гигантском. Ну, посмотрим, кто же из них будет лучше на этой трассе. Ну, пока посмотрите, как раз вот здесь борьба будет внизу. У кого нервы крепче, мастерство выше. Мария Травничева разгоняет сейчас, прямо разгоняет. А такой, она очень сейчас пошла быстро. Ничего не боюсь. Время будет просто отличное. 10:30, да, как бы не лучшее. Я думаю, Вполне возможно, что сейчас лучше из будет время. 34 я не знаю, кто здесь сейчас проехал. Но не из 30, Наверное, из 35. Из 35, ну, Вик Козлов проехал 35-41. Хорошо. 37-33. Очень высокая, конечно, здесь хорошие результаты. Сейчас посмотрим отсечки. В принципе, здесь какая-то такая странная ситуация. Или едут 35, или едут 37. То есть 36, я сейчас смотрю таблицу, вообще нет никого. Правда, ну или дальше там 38. Да, у Марии сейчас лучшее время 35-51. 35-51 очень... Ну, в этом заезде, понятно. Ульянова прошла лучше, 35,2. Да и Козлова 35-41. То есть вот это вот финишное, ну, живое время, лайфтайм. Глазами нам тяжело отследить, то есть за этим аппаратурой Да, следить. конечно. Но все равно, посмотрите, какая. Я И думаю, что 37-33 у Котовой. сейчас еще раскатаются, скорость будет выше. Угу. Подуспокоиться, во-первых, уже проехали, да? Софья Бородина и Дарья Сухая. Софья Бородина первый разряд. Уральский федеральный округ. У Дарья Сухой, у нас из Республики Башкортостан, 3-й разряд, если верите их официальному профайлу. В призах пока, в общем, нигде не была. Спортсменка достаточно молодая. Ну, из того, что сейчас официально есть, да, с 21 года вот ее турнира на Башкортостане. Да, у нее есть статистика 22 года. И 21-го. Да, статистика именно весны 22 года. То есть получается, что давненько не выступала. Ну, 3-й разряд, это, конечно, пока, ну, новичок, прямо скажем. 3-й взрослый. Это переходный такой период, в принципе, к взрослым разрядам. То есть между первым юношеским и 3-м взрослым разница, Видно конечно, есть, сразу. но небольшая. То есть в уровне мастерства это пока никак не отражается, потому что там надо... Что там надо? Просто тупо уже больше тренироваться. И никак. Накат, накат, накат. Шлифовка собственной техники. Слушай тренера и много работай. Станет тебе счастье. Ну да, здесь абсолютно легко Все понятно. разбирается в этом заезде. Софья Бородина в очень уверенном стиле и никуда не торопясь, главное, финиширует, потому что она себе такой гэп хороший обеспечит. Вот интересно, следующие участницы, особенно Екатерина Потанина, которая первое место заняла вчера на соревнованиях по сноуборд-кроссу «Дети Азии». На каком сетапе, на каком сноубордическом комплекте она будет выступать и как она вот выступит, это очень интересно сейчас будет. Ну, лично нам, всем тем, кто смотрел вчерашний И болел, да, сноуборд-кросс, поскольку из ребят. финал был очень яркий, очень насыщенный, такой прям зрелищный. Так, спасибо, все улыбнулись, все молодцы. Екатерина Потанина, которая пойдет по синей трассе, и, соответственно, Владислава Коваленко, которая пойдет по трассе красной. Здесь у Бородиной 39,18, и у Даши 44,68. Ну, результат, пока первый заезд. Здесь мы пока пристреливаемся, что называется, и смотрим, кто, в принципе, что показывает. Ну-ка, по сетапу, если лапки покажут, можно будет понять, что с оборудованием. Екатерина по тайму. Потанина КМС, но на КМС ее основной это физпоинтс, у нее там 48 на данный момент
это сноуборд-кросс. Вот, и основные соревнования это все сноуборд-кросс. Стартовали участницы по Ну, а красной пятое... Ну вот, она выступает на кроссовой доске. Мгм. Вот мне кажется, что... Стоп. Получается, что Потанина проходит дальше, поскольку там что-то не задается. Ну да, ошибается Владислава Владислава Коваленко. Коваленко. Что-то там, ну, странное. Из на самом деле. Москвы. Ну, еще второй заезд будет, подождите. Ну да, видно. Ну да, посмотрим, как там дальше будут развиваться события. Не зашла у Владиславы 5-е место на Москве. Была она на первенстве Москвы по сноуборду по юниоркам в ПГСе. Ну, в общем, это лучшее пока то, что было. Где там ошибка была на старте? Прям странно, как-то так ее. О, гости. Промахнулась, что ли? По флагу как-то. Результат участницы под номером 33. Не, ну это уже не середина, не с трассы. 42. Под Здесь номером уже не видно. 4 Потанина Екатерины. 41. Но тем не менее, она так прилично настигла. Ну, да, учитывая, что... Всё-таки доска сказывается. Когда Катя проехала 41-51, это, ну, по меркам 35-36, это вообще не результат. То есть, ну, 5 секунд, алло. Вот. А у Владислава с ошибкой 43-42. Ну, тоже результат очень условный. Так, первая. Ить. В команде из Москвы. Вот уже Флажок так приуныл. Да. Потрепала. Жизнь. Жизнь и спортсмены. Квалификация, первый заезд. Ну, понимаете, да, сейчас это все очень условно, поскольку вот эти вот отставания, они будут играть в парах, в которых они пойдут сейчас. Ну, да, сейчас. Чуть позже. Вот. А мы с вами что у нас сейчас по плану? Мужская квалификация? Ну, сейчас небольшая пауза, а дальше Пауза посмотрим. дальше. Мгм. Продолжаем разговор. Ох, какой. Сейчас мы, кстати, успели, дорогие друзья, порассуждать на тему как раз стоимости досок и всего прочего. Доски штука не дешевая. Если я не буду конечно. называть Специализированное цены, оборудование А вообще эти, да, вот эти конкретно. сразу так вот сходу и не купишь. Ну, во-первых, в да, магазине. даже если у тебя есть денежка, ну, я надеюсь, что у всех занимающихся в том или ином виде эта денежка есть, поскольку, ну, вид спорта не дешевый, прямо скажем. И защитная экипировка стоит денег, и
тренировочный процесс, ну, не самый простой, прямо скажем. Да, но здесь, с другой стороны, в общем, даже если накопить, то это такое вложение, скажем, ну, не часто это все нужно менять. Менять, Вот по рядовому, счастью. да, по счастью, рядовому пользователю, да, это, скажем так, Ну, это кошмар любого родителя, это детская хоккейная форма. да. Ребенок растет, и все, понимаешь, и тебе надо купить новый комплект. Он стоит как крыло самолета, натурально. Ну, если мы говорим о детях, то здесь в плане сноубординга то же самое. Вот детские ботинки, да, ну ведь очень быстро вырастают из ботинок, да. Сейчас, мы сейчас больше про людей, наверное, говорим, которые уже сформировались, ну, да. Ну да, ну борт тебе новый же детский покупать не надо или надо? Тоже они там по ростовке отличаются, но все-таки не так сильно, да. Да. Нет такого, что из ноги вырос, ну, то есть из размера ботинка вырос, и надо новую доску покупать. Нет, конечно. Поехали дальше. На старт выходят мужчины. Иван Андреев и Никита Маджара. Никита Маджара. Первый разряд. Дальневосточный федеральный округ. Иван Андреев. КМС. КМС, собственно, Московская горнолыжная академия. и проезжает пока первый. Вытягивается здесь на финише Никита, но многовато он проиграл. Сейчас посмотрим, сколько именно. Достаточно, ну, смотрибельно, достаточно скоростная дисциплина. Очень бодро они пока идут. Ну и потом нерв, конечно, будет совсем другой. Здесь видно, что подошибся. Никита 34,90. Скорость пока, ну тоже ребята, на мой взгляд, аккуратничают. 34,9. Ну, неплохо. Но я думаю, что здесь есть пока резерв, ну, есть еще, точнее, резерв. Я думаю, что может быстрее проехать. Ну да, Иван Андреев, вот у него больше опыт. У него и на первенстве Москвы в параллельном слаломе второе место, и в первенстве Уральского федерального округа 10-е место. А вот у Маджара, ну, наверное, лучший результат, если можно так выразиться. Кубок России на Южно-Сахалинск, параллельный гигантский слалом, 29-е место. Ну вот. Ну, вот есть Кубок Сахалинской области еще, Да, ну, это- восьмерка. Там был, он Ну, ее это- выиграл. Да, ну, в общем, такие результаты. Ну да, Скорее локальные. больше локальные, да. Здесь вот разброс и в Москве он поучаствовал, вот Иван Андреев, и на Урале, и еще, значит, получается, разъезжает по первенствам. Ну, Участвует. набирается опыта, набирается квалификации. Павел Райшев и Артем Авраменко. Авраменко по красной трассе, Райшев по синей, соответственно. Ох ты! И ошибается сразу довольно сильно. Прям чуть не на первых воротах. Ну, в общем, у обоих спортсменов Не безошибочно. первый разряд. О! И не бе- а вот эта ошибка значительная. И, в общем, это уже, наверное, все. Артем Авраменко настигли ворота, и настигла вторая ошибка, которая не позволила ему финишировать. Но здесь, конечно, вот это, видимо, хотел исправить вот эту досадную помарку, разогнался, тем более соперник позволил. И просто сносит. Ну и он. как обидно, впереди же вроде был чуть-чуть. Ну да, то есть он после своей ошибки еще вперед поехал. Да. Вот мы видим этот момент. Он был впереди. Раз и... Вот как-то, А что не так? Ну, не справился с управлением. ну да. Не зашел во флаг и там попытался по склону руками добраться до нужной траектории. Ну, смотрите, смотрите. Оп, оп. Бадам. Ну, Ну достаточно, там он достаточно мягко. заложил дугу, скажем так, вот в И рано стал небольшом перекладываться. прыжке рановато, да, это было. Рано. Ну, не справился с траекторией. Это как раз к вопросу именно о том, что бывает вот на таких скоростях, где время реакции исчисляется миллисекундами, простите, подобные ошибки, они будут фатальны. То есть их можно исправить, но их нужно исправить еще до момента определенного. Ох, снежком посыпанный прям весь. Артем не финиширует. У Павла Райшева 38.09. Достаточно скромный результат, но тем не менее он до финиша доехал, в отличие от Георгий Башуров, синяя трасса, и Макар Бородин. Урал против
Сибири. Урал вместе с Сибирью. Вместе с Да я Сибирью, очень не хорошо. люблю вот это вот, правда. Давайте про Башурова, что успею. Первый разряд рассказать по местам, так пробежаться. Ну, в Новосибе, на первенстве Новосибирска в параллельном, не в гиганте, параллельном славом был вторым в восьмерке. На округе в Барнауле 7-й. Где еще всероссийские соревнования. Ну, параллелку и гигант катает, две дисциплины. Ну, Таштаголе, да? Был, да, 8-й был. 8-й в параллельном слаломе. Ну, Ну, Макар Бородин, чемпионат Челябинской области, параллельный слалом 17 место, гигантский 9. Ну, вот плюс-минус похожие плюс-минус похоже, результаты. да. Но это мы говорим вот о лучших результатах. Там, конечно, география соревнований и результатов, конечно, в сезоне больше у ребят. Ну, кто справится? Молодцы, сейчас хорошо. Очень хорошая работа. Да, чуть красный прибавляет. И, да, на финише есть. На финише выходит вперед Макар Бородин. Буквально внизу трассы, там ворот за 5, за 6. Он чуть-чуть оформил себе вот это вот преимущество. Легкое справился. Насколько все-таки здесь важна еще, так поймал себя на мысли, стабильность нервной системы. Потому что соперника ты краем глаза все равно отсекаешь. Конечно, Его видишь, ты занят трассой, ты сконцентрирован, ты равно ты гоняешься с ним, ты гоняешься уже не сам с собой. И только, я думаю, максимально круто готовый спортсмен умеет не смотреть на эту часть трассы, а сконцентрироваться на собственной технике. Как раз вот об этом, На прохождении. об этом нахождении в каком-то своем режиме, в каком-то своем микрокосме в момент прохождения трассы говорил Вик Вайлд Да. в интервью. Вот, я ездил специально в Питер, чтобы с ним поговорить на эту тему. И он рассказывал, что вот один, наверное, из самых важных моментов — не обращать внимания ни на что, вокруг, да, и самое главное — сконцентрироваться, как бы погрузиться в некую другую реальность, он говорил. То есть именно когда ты погружаешься в эту другую реальность, ты погружаешься как бы в самого себя, и здесь, как он говорит, вот с его слов, именно соревнования происходят с самим собой в этот момент. Это да, это то вот, я понимаю, о чем человек говорит, поскольку у нас есть такие состояния, я имею в виду единоборцев, похожие, когда ты бьешься, в общем-то, ты с соперником всегда, да, с партнером на татами, противником. Вот, но при этом, если ты можешь абстрагироваться от того, что тебе приходится превозмогать, вот, то у тебя совсем все по-другому получается. Сложно объяснить, это состояние близко к боевому трансу на самом деле. Вот, и когда ты себя немножко со стороны видишь. Вот, Александр Турченко и Эльвир Ишмурзин. Пара сейчас доезжает. Достаточно тоже плотная борьба. Александр здесь выигрывает, получается, очное противостояние. Пока рассуждали о таких достаточно интересных материях. Кандидат в мастера спорта. Погрузился в это состояние и выиграл. У Саши довольно старая фотка, обратите внимание. Это детем еще. Уральский федеральный округ. Есть призы. На Ханты-Мансийске в параллельном слаломе был бронзовым. Ну и дальше 4-е место в гиганте. Там участников было на одного больше. Пока еще тоже добирает опытом. Что со временами? Ну вот, Александр уже прям нравится, как в таких случаях говорят. 33 и 83. Первый спортсмен, кто выезжает из 34. 34-71 тоже блестящее время пока по меркам тех, кто Сейчас вот проходили. нам показывают, да, будет Или- интересный спортсмен Винта Шмидт, Ух ты. Таиланд. И Виталий Рыбаков, второй разряд. Королевство Таиланд. В Да, Таиланде, в королевство принципе, Таиланд. да, у нас, как у нас там? Мне кажется, с там сбором? вообще... Отсутствие присутствия? Да, ну там жара. Ну да. Да даже если там есть какие-то горы, мне кажется, там снег не держится. Субтропики. Но могут же быть там, во-первых, там до Новой Зеландии можно долететь, в принципе, и потренироваться при желании. Вот. Во-вторых, наверное, есть скрытые склоны, подобные Снежкову, которые, к сожалению, сейчас снесли. И вот неизвестно, появится ли что-либо подобное
в Москве или в каком-то из наших городов что-либо подобное, поскольку очень удобная была площадка и позволяла... Почему здесь лето, кстати, чего закрыли? Никто не знает? Никто не знает, как-то говорят, что сначала говорили, что будет закрыт на реконструкцию, теперь прошла информация, что будут сносить и строить жилой комплекс, но на самом деле это очень плохо, поскольку Большое спасибо, да. была возможность у ребят тренироваться летом. И, кстати говоря, очень много хороших, талантливых райдеров вышло Из Снежкома. из Снежкома. Да, вот, например, всем известный Денис Бонус, да, вот он за счет того, что он буквально там 24/7, да, ну вот 7 дней в неделю прям приходил, как на работу в Снежком тренировался, и он хороших очень результатов достиг. И Да и в тоже, принципе, и он тоже нас- выступал, кстати, против закрытия, везде об этом говорил и старался, да, но тем не менее вот закрытие это произошло, и, в общем, не Ну, очень большое при- спасибо, не да, очень вы приятная ситуация. похоронили единственный комплекс, который был классный. Где молодцы. можно было летом Молодцы. еще потренироваться? Да, Сейчас у нас, да, на сейчас у нас- Эльбрус можно поехать, но Ну, это, там это же потренироваться. целая история. Сейчас у нас, да, будет еще одна коробка за деньги. Ну, классно. Говорим о развитии спорта. Как обычно. Ничего нового. Представитель Таиланда, кстати, прошел, ну, не в пример. Еще наши зарубежные коллеги достаточно уверенно. 40.02. Ну, нормально. Да. Нормально, вполне себе. Виталий Рыбаков 37.55. Для тропической страны. Но я думаю, что он тренироваться может где-то еще. Потому, ну, я, Да, ну, да, правда, да. ну, не верю, что он вот прям в Таиланде живет, тренируется и прям вот катает там. Все-таки мне кажется, что есть скрытые комплексы. Вот, ну, в Дубае есть очень большой крытый комплекс, один из самых больших в мире, да. Ну, в Таиланде это тоже можно. Или в Сингапуре рядышком. То есть, Очень уж оно дорого. Очень дорого. Михаил Куликов и Александр Галишов. Куликов синяя трасса, Галишов это красная. Галишов не справляется с управлением. Он выступает на сноуборд-кроссовой доске. И вчера в Детях Азии на сноуборд-кроссе 9-е место он показал. Ну, в общем, опять же, не совсем подходящее Ну, там, да, вот оборудование. видно, что Плюс никак не да, справляется. ну, то есть Он прям кросс немного проскакивает. другая история. Все-таки, если опытный спортсмен, он может еще как-то справиться с такими резкими резанными поворотами. Вот, но, видимо, Александр не до конца в состоянии здесь. именно. Скорости, опять же, другие, время реакции другое, доска себя ведет по-другому. Да, по-другому. Ну, тут очень много тонкостей. Казалось бы, да, ну что тут борт и там борт, там с горки вниз. Да, тут ну с хорошо, горки что у вниз. нас есть возможность вот именно так сравнить, провести какой-то такой анализ трасс ну, между дисциплинами, оборудования, ну, то есть в рамках даже 2 дней. Это Конечно. очень показательно, очень наглядно. Это очень и наглядно, и зрителям дает возможность посмотреть именно вот в чем на самом-то деле вот разница междисциплинарная, то есть насколько это все реально критично, насколько вы сами себе потом способны, дорогие друзья, ответить на вопрос, а почему нельзя как бы катать видео, то потому и нельзя. Даже дело не столько в деньгах и оборудовании, сколько в том, что это в принципе разная работа. Ну, то есть кольцевые автогонки, да, условные кольцевые автогонки, какая-нибудь серия NASCAR, да, вот. Это, ну, то вроде и то машина, и то едет, но только ты попробуй, да? Или ралли Париж-Дакар. Вот тебе тоже Конечно. автогонки, езжай. Куда ты доедешь там. Да, там абсолютно разная подготовка. Подготовка, в том числе автомобилей, техника, да. техническое состояние. Да, я про машину вообще не говорю, техническое состояние пилота. Одно дело тебе ехать там какой-нибудь... Да еще в песках-то надо потренироваться, это же отдельная история. Там очень всего много. Джованни Таук. Ливан. Ливан. Так. Джованни Вместе Таук. с Артемом Бельским. Что Артем Бельский у нас? Артем Бельский представитель Кузбасса. Первый разряд. Ну и на недавних соревнованиях в Таштаголе в январе. Параллельно с слаломе 6-е место. В гигантском 7-е. Вот очень будет интересно посмотреть на ливанского спортсмена.
Стартовали участники по Ну, красной трассе там под номером традиционно выступает на фристайловой доске, видимо. В основном практикуют соревнования в парке спортсмены из Ливана. Ну, далеко позади Артем Бельский оставляет Джованни Таука. Я бы удивился, если было бы наоборот. Очень далеко позади. Очень далеко. Ну, здесь тоже участие в такой интересной светофорной форме. Немножко перевернутый красно-зелено-желтой. Да, оранжево, ладно. Хорошо, с цветопередачей все хорошо. О, мама, я в телевизоре. Да-да-да, я обожаю такие моменты. Да. Есть возможность у оператора побаловаться и у режиссера. Раз показываю. Ай, молодец. Приехали. Ехали, приехали. Джованни молодец в целом. Он нигде Не навернулся. не сорвал, не пропустил ворота. Все в порядке. И он даже обогнал Александра Галишова по времени, так, на секунду. Он прошел 52.14, и Галишов прошел 55.41. У Галишова, да, было падение. И не одно. Не одно, да. Он что-то никак не справлялся с этими поворотами. Так что... Ну, здесь уже, как бы, ну, не последний результат, уже неплохо. Артем Белецкий 34.72, это третье текущее здесь время, нормально. Но вот я все жду, кто же составит конкуренцию Александру Турченко, который выехал из 34. Борт у него модный. Экстремальный. Да вполне. Экстрим. Я ж не спорю даже. Андрей Курохтин против Егора Яничкина. Ну-ка, Яничкин, что у нас? Да и Яничкин вчера у нас выступал в сноуборд-кроссе. Также в рамках соревнований «Дети Азии 2». Егор Яничкин первый разряд. Представляет Дальневосточный федеральный округ. Андрей Курохтин, Уральский федеральный округ. По результатам пока... И тоже первый разряд. Да, абсолютно верно, тоже первый разряд. Ну, вот лучший результат четвертый на первый из Ханты-Мансийского автономного округа в параллелке и пятый в гиганте. Ну, обратите внимание, как вот именно кроссовая доска вибрирует в поворотах. То есть, Да, ее трясет. да, Здесь он прямо врезает. врезается, вот вибрации самой доски не видно, она не шелохнется, а там Там она прямо дрожит, это видно, и здесь приходится дополнительные силы прилагать для того, чтобы стабилизировать гасить её. вибрацию, чтобы у тебя просто ноги не выскочили в какой-то момент. Ну и в какой-то момент понял, я думаю, что если гнаться за Андреем у Егора не получается в силу оборудования, ну, наката, мастерства, здесь посмотрите. Прямо наводит ноги. И здесь пришлось прямо оттормаживать, почти упал. Справился с управлением, но он круто вчера прошел, на самом деле. Мне очень понравился вот накануне, как он себя проявил в борткроссе. В принципе, дисциплина очень нравится. Ну и его четвертое место, это скорее там... скорее не повезло чуть-чуть. Не повезло, ну как, везет тому, кто везет, это тоже надо понимать. Просто у него, ну, призы-то были. Призы уже были, и он здесь, ну, он хорошо, объективно хорошо работал, хорошо гнал. Самое большое количество заработанных очков 50, тут никак. Вот, а было бы повыше, было бы еще побольше. Ну, это ладно, это дело это бы прошлое. Андрей прошел неплохо, 36-31, ну вот, наконец-то цифра 36 появилась, ура. Думал, секунду, наверное, сломался. Такие задумчивые. Вот девочки вот улыбаются все. Мальчики, Ну, не ребята все. вчера тоже улыбались очень. Ну, может быть, Мальчики не все. может, Мы улыбались от вчера. От погоды, может быть, зависит немного. Это Метеозависимые? тоже. Метеозависимые юниоры. Солнце есть, улыбаемся, солнца Солнца нет. нету, как подсолнухи такие. Да. Спрятались. Иван Павлюченков и Илья Хуртин. Илья Хуртин, КМС, Сибирский федеральный округ. Ну, а Павличенков, Сейчас посмотрим. Павлюченков второй разряд. второй разряд. Московская горнолыжная академия. Вот ее представляют у нас. И, ну, здесь пока по стартам все для него это один из, ну, таких, наверное, самых крутых будет серьезных стартов. Самый крутой в его карьере пока на данный момент.
Морозов Иван, город Москва. Ну да, здесь это разный уровень прям. Да. Сильно разный уровень. Смотрите, как лихо закладывается. Закладывает Орден. невероятно мощно. Очень легко идет, очень уверенно. Прям вот это то, о чем как раз Ван Вайлд и говорил. Он просто выключился. Ну, ему соперник здесь не интересен. Свое сейчас делает и... Да, вот он еще такой момент обозначил в своем интервью. Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы не лучшее время. Что нужно сделать в этот момент лучшее, на что ты, ну вот, из себя выжить самую мощь, сделать. Ну да. Все возможное, максимум, на что ты способен. А Для это себя, не для кого-то. Да. Если получилось, ты едешь один, ты едешь вот в этом. У японцев есть довольно интересная, ну, поскольку культура единоборства, которым я занимаюсь, она японская. У японцев есть, должен сопоставить стрелу и мишень, когда из лука, и не мешать ей туда попасть. Вот это вот, не мешать себе Да, ехать. это очень интересно. Это очень такая интересная сентенция. То есть, если ты все сделал правильно, ты не можешь промахнуться. Если ты все сделал как надо, прежде всего настроился правильно головой, то есть готовность тела, готовность духа, это вот это все, оно же сюда что ж применимо. Да, Один в один. да. Если ты все сделал правильно, посмотри, здесь изумительный орден прошел. 32-99 из 33 сразу. Да. Круто. Павлюченков 43-65, ну рано. Пока серьезный заезд, серьезное соревнование ему на его уровне пока вот так, да. Глеб Бушков и Карим Зиаддинов. Зиаддинов, ну-ка посмотрим, что у него. У обоих первый разряд. Профайл говорит, а по Зиаддинову тогда глянем. Ну, места, лучшее место, Да. пока скромненькие результаты, я даже не очень. У Таштаголе было Глеба еще более скромный. 16-й. У Глеба 23-й в Ижевске, всероссийские соревнования. Ну, в общем, конечно, результаты ни о чем сейчас не говорят. Мы просто для Констатируем. общего впечатления, да, просто рассказываем Уровень надо, лучше. уровень надо говорить. Когда будешь олимпийским чемпионом, мы с гордостью говорим, да. это олимпийский чемпион, это чемпион здесь мира. вот, Сейчас пока вот можно так. остановиться, наверное, на первом разряде. То есть, в общем, равные силы должны, по идее, быть Тем у интересней. спортсменов. Тем интересней. Ну, синяя трасса выглядит значительно мощнее. И раз, и два. Ну, спокойно абсолютно здесь на своем классе. Кстати, докатывает Бушков. видна техника, вот именно прохождения флагов, ворот. Прям такая именно. Видно, что у спортсмена есть накат. Результат участника под номером 39 Зиаддинова Карима 46-74. Под номером 40 Бушкова Глеба 36-77. Вот у Бушкова Глеба 36-77. И он обходит Карима Зиаддинова. Результаты Бушков 36 и 77. Ну, здесь прям, казалось бы, да, но разница в классе прям очевидна. Здесь 10 секунд, тут ничего не попишешь. 46-74 у Карима, ну, это много. Да. Гайсар Искаков. Синяя трасса. И Тимур Зарипов. Тимур Зарипов, кандидат в мастера спорта. Республика Башкортостан. И в Москве на международных стартах 29 декабря был 20-м в параллельном слаломе. Гайсар КМС, Республика Башкортостан тоже. Соревнований прилично. В призах нигде пока не был, но много где участвовал. То есть география довольно приличная. Вот Миасик стоит на всероссийских детских соревнованиях. По параллельным слалам был 9-м. То есть из одного региона ребята выступают, Да, оба да. КМС. Видимо, и соревнуются вместе. Давно. Да, так что знают.
друг другу очень хорошо, видимо, и в рамках своей в плане соревнований. Зарипов сейчас очень хорошо атакует. Как раз выписывает довольно-таки прям вот как надо траектории. Вот если сейчас пришлось подвстать. Оп. Время. Ну да, и вот видно, что гоняются давно вместе. Совершенно спокойно, ну достаточно спокойно, достаточно ровно, если брать по прохождению. Трассу они оба завершают. Результат участника под номером 41 Зарипова Тимура 34-20. Под номером 40 Очень прилично, кстати, очень Да, прилично. хорошие результаты. 34-20, ну 34 здесь это в принципе хорошо. Первое время Андреева было 34,9, здесь 34,2 у Зарипова, 35 и 31 у Искакова. Ну, тем интереснее будет борьба, потому что здесь есть чего на финише, есть чего во втором заезде решать. Привет, мам. Привет, пап. Мам, пап, я в телеке. То, о чем я говорил. Мам, пап, я в телеке, да? Ой, прелесть. Михаил Пнев и Владислав Николаев. Владислав Николаев. Николаев. Красная трасса, Пнев, соответственно, синяя. Михаил Пнев кандидат в мастера спорта, Владислав Николаев первый разряд. Ну и результаты, например, вот чемпионата Челябинской области в параллельном слаломе. У Михаила Пнева 4-е место, а Владислава Николаева в Абзаково чемпионат России, параллельный слалом 29-й и гигантский 26-й. Ну, кстати, какие-то в такие. Абзаково на всероссийских соревнованиях по сноуборду и по юниорам в бронзу попадал Пнев один раз. Вот это от 22-го года результат. Ну, нормально. Он давно очень катается, посмотрите, география. Да. Такая приличная. Раз. Ну, смотрим, да. Раз. Эта работа перемещением центра массы меня вот немного завораживает, потому что если он попал в этот маятник, самого прочувствовал, прям класс. Папа, привет. Ощущение, что оно само собой так получается, хотя оно ни разу так не само собой. Довольно сложно. Траекторию надо вписать, и потом в этой траектории идти. С одной стороны, кажется понятным, с другой стороны, то, что ты все делаешь телом, ты собой управляешь в этот момент. Здесь, кстати, вот пока трасса хорошая, не разбитая, можно, да, в какой-то такой ритм войти и ему, в общем, следовать. А потом... А бывает, когда вот уже ближе к концу соревнований, Или если к подтаяло, финалам, или если подтаяло, там уже нужно еще и дополнительно внимательность проявлять, смотреть, где там что, то есть как бы не попасть в какую-то колею. Там, Найти какую-нибудь яму или Да. какую-то лужу, не ко времени. Настроение хорошее. Настроение, вот эти просто разговорчивые. очень хорошее покрытие, вот пока в начале Кондиции соревнований, хорошие. да. Погодные кондиции хорошие, и видно, что те, кто готовили трассу, Маша, Шейпера, я не знаю, как все правильно называется, ну, собственно, рабочая группа, те, кто склон делают, она прям поработала. А Пнев 33,68 и Николаев 35,84, а сейчас Артем Плеханов и Ильшат Давлетзянов. Оба первые. Разряды. Первый разряд. Оба первые. Ну а что-то пока вот у Николаев там не справляется с трассой. Артем Плеханов, Кузбасс, наверное, стены помогают. Трасса помогает просто. Ну Артем тоже ошибся, он там чуть не стоя ехал уже. Мне показалось даже, что промахнулся мимо ворот, но нет. Вроде нет. Ну, опять же, вот Артем Плеханов, он заточен под параллельный слалом и гигантский слалом. У него там в Таштаголе на всероссийских соревнованиях 9 и 12 места вот в этом году. Соответственно, 9 в параллельном слаломе и 12 в параллельном гигантском слаломе. Ну, а Ильшат сражался с трассой и в итоге доехал, в итоге победил, получается. Но с очень скоро, вот, смотрите, даже с учетом вот такой ошибки ему пришлось здесь стойку менять, выкатываться обратно. И это правосторонние стойки. И даже с учетом вот этого разворота, Да. ну, это грубейшая ошибка, понятное дело, но
И Она здесь, только на время здесь влияет. Конечно. Этот разворот. ну, если соперник приехал за тобой, какая разница? Хоть на руках иди туда. Главное, Конечно. ворота проходи правильно. Это в акробатических дисциплинах, в мягких, да, разворот, там реверт после приземления с трамплина. Это не надо бавка. Жестко Да, карается это не надо судьями. бавка 0,5. Просто для человека, который катается, который вот на доску только встал, для него этот реверт это как отдельный трюк. Да, прыжком по поворот на 120 на земле, да. А там это считается минус. Да, грубейшая ошибка. Так, Давлетзянов 51.07 и Артем Плеханов 38.83. Но здесь ко второму заезду здесь просто, на мой взгляд, если решат справиться, может побороться. Если нет, то Плеханов его объедет как стоячего. Тимур Чулаков и Ислам Гарифуллин. Следующая пара у нас. Гарифуллин — красная трасса и Ислам Чулаков — Гарифуллин, синяя. представитель Республики Татарстан. Первый разряд. И Тимур Ачулаков. Кемеровская Также область, Кузбасс. первый разряд. Кузбасс. Смотрим. Ну, ошибается сразу практически, с места. Ислам. Сейчас сам заезд идет, поэтому давайте на повторе дело потом посмотрим. Ну, а вот Ну, а первый, Тимур второй ворот. Ачулаков, он вроде как даже по результатам последних соревнований выглядит поувереннее. Ну и сейчас он и приедет где-то секунд 35-36, 34,9. Вот здесь есть отсечка, но мы вживую это время посмотрим. Она, я думаю, что будет немножко другим. Если подумал сказать, побольше или поменьше. Не надо. Немножко другим. Вот. И не ошибешься, понимаешь? Согласен. Хотя если там сейчас вывесят 39,0, вот тогда не немножко другим, а типа вот таким. Будет довольно забавно. Да, ну вот было падение. Вот оно самое. Ачулакова Тимура 35-54. Ну, а Челакова неплохо. 35-54. У Ислама Гарифуллина 47-89. Ну, произошло-то, я так и не понял. Как ты так его выбросила в самом начале? Может, не справился с ходом? Ну да, просто, Или может что-то быть, поймал? Не выбрал правильную траекторию. Чаще всего это Заходы на ошибка, первые да. флаги? Да, там же уже раскатана колея, и если вот немножко неверную траекторию попадаешь В ребро? в такой диссонанс некий с трассы. Вот. С трассой надо еще сжиться. Джад Таук, еще один представитель Ливана у нас, да? Да, такое ощущение, что все они братья. Вот Джованни Таук, Джад Таук и Ну, там, конечно, у нас... Анжелина Таук, вот сестра их. Ну, скорее всего, да, опа, кровь Ого. пошла, пробила. Давление. Ну, сосуд, если выбьет. Не бывает, да ничего. Я думаю, можно стартовать. Да, ну, у нас в таких случаях сворачивают. Там, по-моему, засунул, поехал, какие проблемы. Не критично. Ну, надо же, а. Ну, а Дмитрий Подольский, который сейчас на ваших экранах, кандидат в мастера спорта, представитель Кемеровской области, Кузбасс. На первенстве Абзакова. В Абзаково он был в параллельном слаломе 18-й, в гигантском слаломе 9-й. В общем, вот такие результаты у Дмитрия Подольского. Последние. Ну да, вот как вы видите, все спортсмены, все участники, они без каких-то там мощных регалий. Ну да, то есть у кого-то наличие призового места на соревновании любого уровня, это уже, ну, мы Да, здесь но рассматриваем как здесь все-таки достижение. в основном такой. Ближайший резерв я это Да, называю. да, То есть, да, если средний не хочется обижать, говоря второй состав, третий состав, пятый, 25-й состав, это не важно. Это ближайший резерв, Юниоры, который будет могут катать выстрелить в любой момент. Да, и которые могут закончить точно так же в любой момент. Это напоминание тренерам. Безусловно. Спортсмен может уйти вдруг. И такое бывает, к сожалению, очень часто. Ты с ним там с 5-6 лет возишься. Вот он дорастает до момента, когда пора стрелять. Говорит, знаете, я, наверное, пойду. Я вот учиться буду. Я вот на медика буду учиться. Я не буду больше ездить. И ты такой...
Ну да. Да, Владимир такое Ильич бывает. Зорин, у нас вице-президент Федерации, говорил, что с спортсменами надо уметь расставаться, потому что они всегда уходят вдруг. Это тебе кажется как тренеру, что он с тобой будет всегда. Это не так. Ну да, еще бывают такие истории. Вот, например, мне недавно рассказывали про акробатические дисциплины. Спортсмен занимался с одним тренером, а потом попробовал, ну, как бы перешел какой-то, ну, небольшой там новый уровень, да, стал ездить с другим тренером, который именно, ну, работает на выездах, ну, то есть Мгм. на соревнования детей возит. И потом подходит к тренеру, с которым он тренировался до этого. Я больше не буду там с вами тренироваться. Мне не понравилось, потому что вот я выехал и сразу 1000 поставил. Ну как же так? Товарищи спортсмены, а кто же вас научил делать там 360, 540, потом 720, потом 900? Без этой подготовительной базы вы бы никогда не подошли к 1000. Мгм. Ну, это как раз это личные отношения, в том числе с тренером. У нас это довольно просто решается. У нас в единоборствах от сенсея крайне редкость. То есть это в основном связано с переездом, который просто в другой город. У нас очень не любят туристов, людей, которые бегают по клубам. Потому что, ну, ты себе выбрал наставника, ты или с ним работаешь, или с ним не работаешь. И бывают ситуации, когда тебе приходится переходить в силу объективных, опять-таки, причин. Да? Но это не приветствуется. Ну, это нигде не приветствуется, на самом деле. Одно дело, если тренер не справляется уже с твоей базой, то есть ты уже все дал, что можешь. И, ну, ШВСМ, школа высшего спортивного мастерства, как и уровень сборной команды, это принципиально другой тренировочный уровень. Не у каждого тренера есть возможность готовить потенциального олимпийского чемпиона. У тебя просто может не хватать знаний, у тебя может не хватать на него времени. Потому что это бриллиант, который уже шлифуется мастерами с разных сторон. Сборник такой, там очень большая работа не одного тренера. Там работа уже команды. И вот и здесь, и часто такое бывает, когда тренер там из региона, у него реально сверхталантливый боец, сверхталантливый спортсмен, он просто перед говорит, я ему больше ничего не дам. И его всегда пишут как первым тренером просто, и все. Никто у него не отбирает то, что он воспитал. Он начал, и он тоже воспитал вот этого потенциального чемпиона мира. Обратите олимпийского внимание, чемпиона. финальная таблица. Хуртин-то Не красавчик, финальная, а по смотрите. результатам, да. Смотрите, единственный, кто здесь просто вылетел, здесь по-другому не скажешь, наверное, из 33. Ну, почет. Вот это результат квалификации первой попытки. У нас что сейчас будет? Сейчас будет небольшая пауза, естественно. Да, ну и дальше, соответственно, Девочки, заезд вторая номер 2. квалификационная попытка.
а погнали, а дальше. Но сейчас все начинает уже потихонечку приобретать некие очертания, наверное. Что конкретно? Второй квалификационный заезд. Ну и напомним, кто к нам присоединился. Мы находимся в Кузбассе, Таштагол, Кемеровская область, недалеко от знаменитого курорта Шерегеш. Горы эти называют, предгорье Саян. Очень красивая природа здесь. Мы видим точку нашу старта. И у нас сегодня параллельный гигантский слалом. Вторая квалификация, и Таукджат у нас стартует одна. А почему она стартует одна? Да, вот это вопрос. Ну, потому что там у нее, видимо, первый ДНФ был. Хотят все-таки, чтобы она проехала. Может быть, она стартует здесь как открывающая? Да они все по парам ехали. Ну, в любом случае, Анджелина Таук, наша гостья из Ливана. Мы смотрим ее проезд. А она одна, да. Вот, ее подбадривают, говорят, молодец, молодец. Действительно молодец, поскольку... Она ехала с Ариной Кузнецовой. И там Янгольчина ДНФ, и я думаю, что ее просто отдельно поставили, чтобы доехала. Да. Чтобы ей не пришлось здесь ни с кем прямо сильно-сильно гоняться. Ну, таким образом, результат здесь уже секунды играют, я так понимаю, что вот кто куда. Обратите внимание, мы уже об этом говорили. Доска у нее для сноуборд фристайла достаточно мягкая, для таких резких поворотов. Не приспособлена. Мало приспособлена. Мастерства, чтобы с этими поворотами справляться, еще пока не накатано. Недостаточно, да, недостаточно. Не накатано. Но тем не менее участвует, приехала из далекого Ливана. Такая очень позитивная девчонка. Ну а на старте Во. Дарья Сухая и Мария Шафоростова. У Даши в первом заезде 44-68, у Маши 47-48. Ну и, соответственно, вот сейчас те самые отставания, правильно? Да, получается. Не получается. Нет, не получается. Здесь в немного другом порядке уже расставили спортсменок согласно времени, которое они показали в первой квалификации, в первых квалификационных заездах. И по-другому немного сформирована таблица. Интересно. То есть я думал, что все-таки пары тасовать не будут. А это, получается, вообще-то другие соревнования прям сразу. Так. Ну, я думаю, сейчас будет довольно много путаницы, как ни странно. Так, Таук прошла. Вторая квалификация. Здесь, я так понимаю, что будет еще сумма. Участница под номером 2 Шафоростовой Марии. Под номером 22 Шафоростовой Марии. Минута 32:97. Так, минута 32:97. Я так понимаю, что от времени сейчас, от суммы времен будет формироваться, у кого меньше, результат, как это сказать-то, господи. Ну, топ-16. Да. Кто потом пойдет дальше. Так, Дарья Сухая 44,19. Стабильно в свое время идет. У нее 88-87. Мария Шафоростова 45. Она хорошо улучшилась. 92-97 ее результат. Ну и вот, собственно, мы будем дальше таким образом толкаться по результатам. София Агнетова и Екатерина Потанина.
наконец-то мы устаканили, потому что ну, регламент это настоящий кошмар. Если сидишь здесь, или там некого поймать. Да, и вот, спросить. посмотрите, Потанина на кроссовой доске падает. Ох ты! Ну и здесь София тоже допускает ошибку. София И- помогает сейчас. Да, помогает Екатерине, получается, таким образом. То есть, посмотрите, почувствовал, что а чё бы и нет, если да. И полетела практически Катя. Ну, молодец. Ну, смотрите, Выжимает контроль, максимум, выживает контроль, максимум контроль, из всего. контроль. Из ситуации, из оборудования. Здесь из оборудования, потому что София. ситуация уже, ну, не догнать, не догнать. Не догонят, да. Так, ну-ка, ну-ка. Ну вот это будет любопытно, если в финале в топ-16 будет человек на фристайлерской доске, еще что-то там зацепит как-то где-то. Ну, забавно Для было. нее это будет хороший... Учитывая, что она здесь результат. ошиблась. И вот это, И знаете, и София расслабилась. Она упала. А у нее кроссовая, не кроссовая доска. Но сейчас и сама допускает какую-то странную ошибку, прямо скажем. Ну, может быть, не справилась, может быть, справилась. Здесь сложно сказать, сидя тут и не сидя там. И сразу поняла, Катя, что в принципе пойдет абсолютно, ну практически идентичное время, 45 и 1, ну да, 4 десятки, но 45 и 45. А вот София проехала хуже, и хуже значительно, 48-62. Результат сейчас у Потаниной пока первый, то есть учитывая что количество участников, сколько тут парта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 участника. То есть у них пролезает отсюда минус 8, да? Ну, если минус 8, то еще 3 участника она обойдет, и у нее все хорошо. Она... Да, интересно. Финальной Получается, пульки. по сумме 2 попыток Потанина и Екатерина на данный момент пока лучше. Но я думаю, что это все-таки ненадолго. Падалица Виктория и Кузнецова Кузнецова Арина. Вот они, да. Знаменитые уши этой трассы. Хочешь запомниться? Выделись. Молодец. Ну, вот, конечно, да, вообще Сразу, отлично. Отрывается. Это уши помогают. Дополнительная аэродинамика, я так подозреваю. Воздухозаборники, может быть. Всё. С выводом на турбину. Ну, не удается, похоже, догнать. Арина Кузнецова, да, она здесь уверенно выигрывает. Виктория Падалица приходит вслед за. Интересно. Ну, прикольно прям силмайк. Нет, и самое интересное, вот насколько серьезная девушка, суровая, с этими ушками. Но она не суровая. Ну, она такая. Милейшая девушка, вполне себе улыбнулась. Ну, Пококетничала, глядя в камеру. Ну, и коса такая развивается. Да. Круто, конечно. Смотрится огонь. Тут вопросов вообще Нет, я нет. к тому, что она, в общем, как будто не улыбается. Вот финиширует, такая серьезная, с этими ушками. Вам я улыбаться не буду. А вам конкретно, вы мне не нравитесь. Да не, ну посмотрите. Ну, на подиуме, да. Вполне себе. Кстати, им интересно, по регламенту разрешают в плеере ездить или нет? Ну, таких запретов нет. Прямого запрета нету? Нет, не слышал я такого вообще ни разу. Так, Виктория 43-13 лучше своей первой попытки, но Арина проходит чуть хуже, но опять здесь разница в десятку, то есть она едет ровно. Это, кстати, тоже говорит о многом. На старте Коваленко Владислава по синей трассе и Азалия Азалия Тимиргазина. Тимиргазин. Азалия Тимиргазина по трассе красной. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Азалия очень неплохо. Азалия, да, мощнейше врывается, но и у Коваленко Владислава, в общем, в первой попытке результат был Ну, похуже, 43-42, сильно чем похоже. у Азалии. 3 секунды. Да, здесь, Да, разницу видим больше секунды. да, это но уже здесь, говорит- здесь все-таки какие-то могут быть нюансики, там, связанные именно вот с ошибками.
Ну, Азалия здесь ошибается, и Азалия сильно. ошибается. Сильно. И? И сильно ошибается. Вот что будет ли какой-то фотофиниш? Она здесь? от нее Или просто нам- уехала на 2 флага и в концовку вниз прям не зашло. Потеряла очень сильно скорость. Не справилась, видимо, где-то с виражом. Пришлось именно оттормаживаться. Здесь, посмотрите, здесь шла очень уверенно. Ну, результат 39-47. Да. Вот, а сейчас я думаю, что результат будет поскромнее. Коваленко Владиславы 1:24:57. Вот здесь, смотрите, почти стоя едет, и накат здесь на синей трассе. Похоже, что все-таки 41-20. Владислава, да? Опережает. 41-15 у Коваленко и 41-20 у Владислава. Но для нее заезд не удался, конечно. Сильно лучше проехала. Возвращаемся. Так, где у нас там Потанина? Ну вот сейчас ее по результатам начинают двигать, конечно. Конечно, будут двигать. И вот сейчас Черкасова Дарья также будет выступать, участница вчерашнего сноуборд-кросса. 2-е место. И Григорьева Мария, да. Ну и, кстати, вот здесь уже хорошо попадание в следующий этап у Кузнецовой и у Тимиргазиной. Они со своей задачей уже справились. Здесь сразу, ребята, Joy Snowboard, прям респект. Вот прям здорово. У вас, наверное, один из лучших онлайнов по российским дисциплинам, в принципе, из тех, которые я видел. А я много видел, прямо скажем. Сразу. Очень оперативно. Все на русском языке. Ну, у меня нет проблем с английским языком. Здесь прям приятно. То есть, когда иногда транскрипцию читаешь, то, что буржуи делают с белорусскими, с русскими именами, фамилиями, тогда очень сильно не понимаешь, это какая фамилия. Да. То есть транскрипции, когда мне начинают, Смотрите, как. кто-то рассказывает, говорит, когда вы мне правильно произнесете фамилию на английском языке Щербаченко, мы будем разговаривать. Мы начнем разговаривать. Человек как бы пытается собрать язык и зубы в кучу в этот момент. Я говорю, да мне рассказываешь. Ну, в общем-то, Дарья Черкасова-то молодец здесь-то. Молодец. Вопросов нет. Боролась до последнего, и в какие-то моменты даже вот сравнивалась и не отставала, несмотря на разницу такую серьезную, кстати, в оборудовании. Вот в этом моменте можно было это увидеть. Черкасовой 43-17 и Григорьева 41-53. Второй заезд и у той, и другой хуже. Причем у Даши хуже аж на 2 секунды. Ну, не на 2, на 1,5 секунды, окей. У Марии тоже серьезно хуже. Здесь прям ничего не скажешь. Но она какую-то локальную задачу решала. Коваленко уже попадает, получается, у нас в следующую стадию. Григорьева тоже попадает уже в следующую стадию. И поехали дальше. Анна Кузнецова. У нее результат был так себе. И Кристина Зайцева. У нее тоже результат был так себе, но они примерно одинаково ехали. Тем интереснее будет посмотреть на эту парочку сейчас. Вот она, Кузнецова. 4-е место было вчера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще одно падение. Падение, рука, но она ее сбила. Она подрезала, прям ударила в борт. А как же они так пересеклись-то? Ну, ее вынесло. Вот сейчас давайте разбирать, что в этом случае говорит нам судейская коллегия. Смотрите. Вот она падает. Она Рестарт, падает, да, и сносит ее. Рестарт для одного или для двоих? Двоих. С чего бы для двоих, если ошибка синей? Это ошибка. Это ее ошибка, она здесь упала. Она снесла красную. Ну, то есть, вот, если рестарт для красной, это понятно. Если рестарт для двоих, это непонятно. Но я думаю, что рестарт красная. Ну, это логично, по крайней То есть мере. отдельно в конце, получается, когда все проедут, соответственно, она отдельно Пойдет. свою попытку сделает. Очень обидно за Аню Кузнецову, потому что у нее ДНФ, Кристину на рестарт, получается, на потом. Жалко. Неужели такой... Ну, понятно, да, что это будет прям не сейчас. Неужели что-то там серьезно случилось? Ну, лежит.
крестец. Да, но это вот классическое, да, второй раз уже такое падение. Неприятное. Ну, На да. поясницу. Здесь удар. Здесь больно. Больно, жесткий склон, скорость и приложиться крестцом. Это не они в черепах ездят? Ну, тут не черепах, тут скорее защита. Ну, защита, да. Да. Шорты защитные должны быть. Ну, Кто они не ездит, всегда, а кто и нет. Не всегда, кстати, помогают. А здесь не в Бывает, помощи что- дело, что здесь пробивает вообще неплохо. не дать тебе изувечиться. Ну Оно да. помогает очень условно. Я сейчас, пока есть пауза, расскажу как раз чудо-историю. У нас есть защитное оборудование, которое называется раковина. Ракушка покупается, как и капа, прям сразу. Ну, то есть, если ты занимаешься какими-то полноконтактными единоборствами, то будь любезен, если тебе твои зубы дороги, не только зубы, но и не зубы дороги, купить. И вот там у моей группы была тренировка, ну, была отработка удара с разворота. Да? Как правило, удар идет в район солнечного сплетения, печени, ногой. Вот. Я говорю, ракушки наденьте, потому что у вас техника далекая от идеальной. И потом, то есть один из моих учеников, естественно, не по злобе, ногу не довернул и не поднял. И ударил человека не в живот, а чуть ниже. И потом, собственно, ученик, который, он снимает раковину, там вмятина. Понимаете, да? В боевом плотном пластике. Представь, что было бы, если бы ее там не было. То есть он тоже больно, его ударило ребром раковины в район паха. Ну, именно ударило в район паха, а не ударило в пах. Все, вот эта вот масса человека, да? Так и здесь. Если оборудование есть, то есть она тебе спину, главное, прикроет. Вот. То есть не спасает, безусловно, это не панацея, но оно хотя бы защитит, хоть как-то. Вот сейчас вот интересная ситуация. Ну, я надеюсь, что повреждения несерьезные. Я имею в виду травма, да, то есть не понадобится ли там скорая, чтобы возить. Потому что вот вчера у нас была ситуация, когда одна скорая уехала со спортсменом в город, в больницу, и потом происходит второе такое похожее падение, и вторая скорая уезжает. И, в общем-то, старт был остановлен. Надолго? Надолго достаточно, там чуть ли не минут на 20 в ожидании, пока прибудет третья скорая. Потому что по регламенту нельзя проводить соревнования в отсутствие бригады скорой медицинской помощи на соревнованиях. Все так. И все так и было, как вы рассказываете, Андрей. И это действительно правда. Но сейчас вроде курс готов. Запускают дальше. Да, поехали. Мария Котова и Софья Бородина. У Маши первый прокат был 37-33. Заезд, ну, нормально. У Сони похоже. Да, 39-18. Ну и здесь, посмотрите, время сразу штурмует практически трассу. Мария Котова в очень такой хорошей манере. Ну, и Софья недалеко, в общем, от нее. Здесь соревнование все что угодно может произойти. Ну, оп. Ну, здесь все в рамках, Такой поклончик легкий. Оп. так сказать, по плану, да, что называется. Спокойно, да. Спокойно. Без фанатизма, как в таких случаях любят говорить. Здесь главное, чтобы сейчас у Анны Кузнецовой все было в порядке. Что чувствуют родители, которые это видят по телевизору. Да, представить тяжело. Хотя, ну, тяжело можно. Могу себе представить, что бы было. С другой стороны, мне кажется, что это не Не первое первое падение, не да. последнее. Лапки шевелятся, разговаривают, значит, ну, вроде все в порядке. Что тяжелые травмы, они выглядят не так. Дай вам Бог никогда не увидите. А вот больше всего, что меня всегда вот в сноуборде пугало, это вот эти вот скорпионы, когда они падают лицом вперед. Да, Самое паскудное самое падение. опасное, да. Самое паскудное падение. Чревато. Так, по результатам Мария Котова опять близко. 0,5 проиграла сама себе, 37-84. И 39-81, 0,7 проиграла себе Софья Бородина. И та квалифицированы. И та идут дальше в топ-16. А у нас на старте Гликерия Захарова, 37-21 заезд, и Василиса Рудакова, 38-69. Вот тут как раз многое еще, как говорится, возможно.
Гликерия КМС, кандидат мастера спорта. Ну а Василиса Рудакова Рудакова. Василиса, у нее второй разряд. Василий сейчас изо всех сил прям молодец, упирается, старается догнать. Ну, уезжает, конечно, Гликерия достаточно легко. И здесь прямо из последних пытался Василиса. Ну, и Василиса молодец. Ну, я думаю, что... Не сильно отстала, прям настигала, навязывала вот это вот соперничество, чтобы видела все-таки, что А не все так вдруг? просто. Можно Я си- здесь. Еще можно снежок в спину кинуть, слепить и кинуть. Попадешь на такой скорости, тебя любые армейские подразделения с руками оторвут, скорее всего. В принципе, способен будешь попасть хоть куда-то. Под номером 25 Захарова Гликерии 1:14. Спокойно, достаточно уверенно, очень хороший у Гликерии. Ну, она сейчас решала свою такую локальную задачу. Ну, первый результат у Гликерии. Пока да, 37-31. Будьте любезны, в этом заезде лучше нее не проехал пока никто. У Василисы похуже результаты своего... Ну, трасса, то, о чем мы говорили, да, трасса немножко подразбивается. Подразбивается. Да, и И, тут вот соответственно, заметно у всех результаты результаты начали падать. похуже, да. Начали результаты падать, у мужиков будет еще хуже. Но они потяжелее и поагрессивнее едут. То есть канаву мы там копать начинаем прям двумя сразу бордами. Да. Поэтому Анфиса Шуршикова 36-47 и Марина Болтаева 38-11. Ох ты, ох ты! Это ж надо себе так все сейчас. Это Анфиса, да, Шуршикова? Анфис, вставай, езжай. Ну, кандидат в мастера спорта. Настигай. Ну, настигай здесь это желаемо действительно. Ну, вот на какое-то время надо проехать, потому что для тебя не попасть в финал, а то это реально плохо. У тебя первый-то заезд блестящий. Да. Очень там немногих результат есть 36. Она встает дальше, атакует. Здесь сейчас надо локальную задачу решать попадание в финальную пульку. Марина заканчивает заезд, и Анфиса заканчивает заезд. Ну, конечно, результат далекий от идеального. Сейчас есть повод расстроиться. Сейчас А прям что же такое секунда. 42,9, ну, попадает, да, здесь ей, конечно. Ну вот, да. С одной стороны, и траекторию неверно, да, заложил, когда уже попыталась исправиться, мне кажется, вот доска Там уже выскользнула. Вот доска она выскочила. заложила очень сильно, низко, да, попыталась, да, исправить ситуацию, но доска выскальзывает, и все. Ну да, и ничего там уже не исправишь. Марина Болтаева 38-41 в свою силу прошла, Анфиса 42,9, но ей пока этого хватает для попадания в топ-16 здесь. Смотрим дальше. Ну вот сейчас те, кто при прочих равных, здесь в финал уже должны отбираться. Конечно, это Виктория Козлова прежде всего и Яна Ульянова, прошу прощения, плюс Мария Травничева. Это те, кто проехали 35 с копейкой. Здесь из этой четверки только у Анастасии Башлыковой 37,88. Что, собственно, тоже очень хорошее время. И здесь им помешать отобраться в финал может только случайность, карма, падение, неудача. Нужно подчеркнуть, недостающее вписать. Я надеюсь, что ничего из этого не произойдет. Виктория Козлова, синяя трасса, Анастасия Башлыкова, красная трасса. Погнали. Обе КМС. Анастасия Башлыкова, Кузбасс. Вот она спокойно прочувствовала, набрала сейчас. Очень плотно это, посмотрите. Сейчас уже видно легкое преимущество Вики. Классно. Она вот эти флаги по такой траектории, ну, прям очень нравится, как она проходит последние вот эти 5 флагов. Прям, такое ощущение, что прямо там умудрилась Виктория Козлова прибавить. Очень быстро. На самом деле это видно, прям мощный старт, мощный финиш. Знаете, глядя на вот этих
стройных, красивых девушек, мощный. Ну, я понимаю, Хорошо, что вы говорите. великолепный. Я понимаю, Великолепный старт, я понимаю, великолепный что вы говорите. финиш. Но действительно мощный, потому что, ну, вы же понимаете, что из этих ворот надо выскочить, а не вывалиться, да? Головой вперед. Вот это надо, ну, руки-то какие-то иметь, чтобы толкаться. Потому что ты все-таки ты стартуешь с места, стоя двумя ногами на земле. Ну, на снегу, неважно. Ми-ми-ми. Практически мало-то. 36-88 у Виктории Козловой, 37-42 в аквале обе. И Яна Ульянова, Мария Травничева. Ну вот, Но они собственно. обе показали лучший результат первой квалификации. Мария Травничева, мастер спорта, единственная здесь. А Ульянова показала самое быстрое время. 35,2. Быстрее нее. Она сейчас пойдет как раз, смотрим, по синей трассе. Первый раунд не проехал никто. Ну, смотрим. Вот он, этот мощный старт. Стартовала участница по красной трассе под номером 20 Зайцева Кристина. Это отдельно Кристину Зайцеву должны запустить. Вот. Я так понимаю, ну, сейчас решили это сделать. да. Ну, хорошо. Кристина борется с секундомером. Кристина Зайцева, первый разряд, представительница Дальневосточного федерального округа. Ну, для тебя имитация как раз таких практически идеальных условий, когда вот проезжай, умеешь собраться, справишься, не умеешь собраться, не справишься, ну, все нормально. Очень, очень хорошо прошла. Я думаю, здесь вопрос попадания, ну, практически не стоит. Вот она, кстати, обратите внимание, без соперницы прошла лучше свою вторую попытку. У нее 39-28 и 39-18. Десятка, но своя. То есть вот есть спортсмены, для которых присутствие другого соперника на трассе является дестабилизирующим фактором, а есть те, кто, наоборот, от нее подзаряжаются. Ну, это незначительное, мне кажется, улучшение, но... Ну, извините, Да. она-то лучше проехала. Сейчас, если смотреть по результатам, ну, почти все проехали хуже. Даже те, кто, ну, первое время показали хорошие. Захарова Гликерия тоже прошла здорово, но десятку она себе проиграла. То есть здесь вопрос не в скорости, а в, ну, сопоставлении просто своего результата. Согласен. Так, ну и вот, собственно, Мария Травничева, красная трасса, и Яна Ульянова, трасса синяя. Это заключительный заезд у девчонок, после которой у нас будет иметь место что-то типа жеребьевки, я так понимаю, перед финальной частью. Ну, сначала ребята проедут второй заезд, а потом уже промежуточно будем говорить, кто у нас попал, а кто не попал. Стартовали участницы по красной трассе под номером 30 Травничева Сибирский федеральный округ. По синей трассе под номером 20 Ульянова Яна, Уральский федеральный округ. Участникам команды остается Травничева Мария Травничева, которая вышла из Яна Ульянова как будто в первой части трассы. Она идет по синей. Немного отставала. Но сейчас мы видим, что вообще сравнялись. Ну, почти. Ну, как будто Травничева накатывает мощнее. И красная сильнее, трасса. да. Но вот здесь фотофиниш, пожалуй, первый такой, который, ну, имеет будет смысл ли? условно. Ну, я Будет ли? думаю, что красный, конечно, трасса. Я думаю, что Маш проехал быстрее. Да, выглядела как будто Мария Травничева Травиничева, извините, была быстрее. Мария Травиничева, да, прошу прощения, 35-65. Здесь чуть-чуть табло подзависло. Я думаю, что будут ждать результат. Минута 11-16. Под номером Ну, 23 там общий результат нам минута Ну, кстати, 11-17. результат общий. The time of participant number 30, Travnичева Мария, is 1 minute 11:416. The time of participant TX. И у Яны Ульяновой 35-93. Да, три десятки. Здесь на финише, казалось бы, все вместе, но 3 десятки все-таки было. Так, у девчонок квалификация все. Дальше уже будет финальная часть. И по результатам у нас не попадает в финальную пульку Потанина, Падалица, Сухая, Агнетова, Шафоростова, Таук, Кузнецова и Гурчина Вероника. Ну, последние два это ДНФ. Остальные, собственно, уже увидим в финальной пульке. Да.
Поехали дальше. Дорогие друзья, и что? Топ-16 у девушек у нас определился. Единственное, что вот замечание от коллеги, не Лана, а Яна. Это, ну, ошибка титра на иностранном языке. Да, на первой как раз. Ульянова, она Яна. Квалификация, да. Это так, на всякий пожарный. Тем более, ну, посмотрите, ну, как можно вот такую красоту неправильно писать по-английски. Да. Ребята, У нас стартует Таук. Джаджо ну Таук. да, тоже в города одиночества здесь поедет у нас. Ибо, его попадание в финал — это результат, не знаю, это должен быть божественного провидения какое-то. Ну вот есть возможность оценить школу. Он, тем не менее, мне кажется, хорошо проходит трассу. Ну, нормально. Да, без таких каких-то существенных помарок, с учетом своего оборудования. В общем, все вполне себе. Представитель Ливана, ну, насколько мог, настолько проехал. Первый заезд 48-89. Это результат, ну, кстати, не худший был, потому что Джованни Таука у него было 52-14. Ничего, их местами не поменяли. Было бы, ну, нормально, на мой взгляд. То есть лучший среди тауков. Лучший среди Таука, среди всех троих, получается. Да. Ну, глядишь, и поднакатаются. Ну, для них это, я думаю, довольно фановый экспириенс, потому что в Ливане, подозреваю, что, конечно, сноуборды могут культивировать, но вряд ли. Нет, но они все равно здесь наберутся опыта, начнут проводить похожие соревнования там у себя, то есть развивать, собственно, сноубординг в Ливане. Так обычно и происходит. Ну да, сначала ты катаешься просто вводя и крутя головой на 360 практически. Катаешься сначала сам по себе, что-то там пытаешься вот придумывать, выискивать, а потом вдруг попадаешь на крупные соревнования. Это, безусловно, опыт, который потом как бы берешь и копи-пейст. Ну, берет свою среду. тренер, Да. Приезжает тренер и говорит: уважаемые друзья, отложили, да, там, то, что у вас откладывается, соревнования были вот Падение. так. Мы берем с вами, то есть труба пониже, дым пожиже, мы берем соревнования, делаем вот так и стремимся вот сюда. То, о чем вы как раз, Андрей, говорите, с этого и пойдет развитие. Александр Галишов и И Иван еще одна Павлюченков. Да ошибка что ж уже такое? в этот раз Павлюченков Иван. И Александр... Посмотрите, третья. Прям вот ошибка на за ошибке. Да, ну что ж такое-то. Ну, зато вот подравнялись. Да, теперь, Давайте, ребят, теперь кто выиграет? Хватит честно, падать. Хватит падать. остались какие-то метры уже. Четвероворот. И вы посмотрите, да сейчас еще раз так вильнул практически. Кантон, здесь по-другому не скажешь. Иван Павлюченков, но все-таки устоял на ногах. Ну, конечно, да. Да, нельзя тут говорить о каких-то хороших, Да не, ну интересных куда? результатах. У Галишова первый заезд 55-41, у Павлюченкова 43-65. Времена интересные, начинаются с цифры примерно, ну, 36, да? Таких много. 36, да, 38, ну, то есть, ну, до 40. Потому что есть и 32 даже. Ну да, 99, есть так и что- Илья Хортин, который уже выскочил из 33, и, ну, топ-3 здесь это 32. Вот, трое прошли из 34. Это Подольский, Турченко и Паньев. И один из 33 это Хортин. Ну, то есть, понимаете, плотность результатов, она высокая, но тем интереснее будет. Если жеребьевка после квалификации будет идти, ну, классическим порядком, то есть первое место квалификации с 16 местом, чтобы, ну, сводить сильных в середине, то нас с вами ждет достаточно интересный финал. Достаточно интересная финальная часть вся, потому что мне очень, кстати, нравится вот эта схема первого 16-м. Кто говорит: да нет, ну вот это Это своего рода так фора. неправильно. Во-первых, это фора для Лидера. чтобы показать свой максимум уже в самых финальных заездах. И это возможность для тех, кто попадает в финал. Вот тебе лидер. Вот, Согласен. выиграй, и ты молодец.
никаких это, проблем. Это неоценимый вообще опыт. Но вы оба в финале. Это понятно в каких-то единоборствах или там, я не знаю, контактных делах, да, попадать сразу на чемпиона мира в первом раунде, как-то неуютно. Он же дерется. Вот. И как-то страшненько, потому что ты знаешь, что он чемпион мира. Ты знаешь, в принципе, его уровень, даже если он не разогретый. Да? Вот и ты тоже не разогретый. Здесь это не всегда хорошо, да? Не выгрести сразу. А тут это круто. Тут это здорово и правильно. Это мега мотивация, это мега концентрация, это мега раздражитель. А вот вдруг у меня получится вот прямо сейчас. Да, я знаю свой уровень, но да, почему нет? Почему не сейчас показать лучше, на что я способен? Михаил Куликов ожидаемо финиширует первым. Михаил Куликов, да, 40-24. А то, о чем мы говорили, у Джованни Таука была возможность посоревноваться с сильным соперником. Ну да. Джованни Таука, правда, первый заезд 12 секунд хуже, чем Куликову. Но это кого это сейчас волнует? Кроме шуток, мы понимаем, я ни в коем случае не издеваюсь над нашим ливанским гостем. Большое спасибо ему, что он приехал, на самом деле, потому что преодолел приличное расстояние, чтобы посоревноваться в заведомо условиях, в которых он будет проигрывать. Это большое спасибо. Для него это неоценимый опыт, и для него это, естественно, еще одна такая зарубочка на память. В принципе, куда в ближайшее время стоит стремиться кататься, у кого стоит учиться, почему нет. Потому что сейчас мы говорим о географии развития. Все начинается вот с таких результатов. У меня перед глазами всегда стоит история Александра Третьякова, олимпийского чемпиона по скелетону. Когда он на старте, он ничего не умел, кроме разбега в свое время. Ничего, но бегал быстрее всех. К нему на старт приходили иностранцы смотреть, как он делает старт, разбегается. И по-дружески, молодец. Потом приходить перестали, потому что он стал выигрывать. Потому что он сначала только разбегался, потом научился хорошо пилотировать. И все. А бегал он на старте быстрее всех. А там старт решает половину. Особенно на трассах, которые не являются сложно пилотируемыми, технически они более гладкие. И все, этот старт его уносил просто за горизонт. А начиналось все вот точно так же. Да? И почему Таука, почему не быть родоначальником вот этой вот ливанской, может быть, когорты бордистов. Ладно, отвлеклись мы немножечко. Здесь наоборот. Здесь вот Ильшат Давлетдянов безнадежно отстает от Винта Шмидта из королевства Таиланд. Кстати, Таец-то проехал 40.02, здесь 47. Таец едет хорошо в свою силу. Ильшат Давлетдянов, у него 51.07 первый, у него откровенно не получилось. Не получилась первая попытка. А здесь вполне, да, в своей манере, да, 40. Аккуратно. Да, 40 это, конечно, пока, время достаточно скромно, но все-таки, понимаете, вот у него-то 40.79, у того же Таука 53.51. Здесь класс — это порядок уже практически. 13 секунд в заезде, это очень много. У Давлетдянова 49.18. При этом Ильшат Давлетдянов улучшает свою попытку первую. Угу. И прилично улучшает почти на 2 секунды. И хорошо для него. Для личного результата это неплохо. А вопрос попадания в финал пока еще открыт, конечно. Ислам, для Ильшата это почти невозможно уже. Ислам Гарифуллин и Артем Плеханов. Вот здесь пошли уже достаточно интересные времена. 47.89 и 38.83. Это, конечно, когда практически ложатся на склон. Это вот такая техника. Техника прямо, ты же несешься над поверхностью, насколько там эти ощущения, они яркие. Да, и Артем Плеханов тоже очень далеко улетает, скажем так, от своего соперника. От Ислама Гарифуллина. Финиширует первым. Он достаточно уверенно. Он все сделал прямо в начале трассы. Он очень уверенно приехал, прям вот очень уверенно. У Артема первое время 38.83. Вот опять здесь по субъективным ощущениям, здесь на секундомер особо не смотришь. Казалось бы, что проехал быстрее.
Так это или не так, ну сейчас посмотрим. 01 под номером 47. Да, Быстрее. да. И намного. 31. И намного. Это значит, он в первой попытке не доработал. И не доработал. Были Ну, какие-то посмотрите, ошибочки, ну, да. посмотрите, ну, Здесь здесь же всё лучше. 35-18. Ну, куда? Против 38-83. Пока это, по-моему, самое лучшее улучшение, да? Ну, конечно, он очень круто. Среди проехал. вообще всех Ислам пока Гарифуллин 43-65. Опять-таки, это сильно лучше, чем 47-89. Смотрим далее. И Карим Зейдинов 46-74 в попытке 1. И Павел Райшев 38-09 в попытке номер 1. Тоже разница очень большая. Пошел. Стартовали участники по красной трассе под номером 24. Посмотрите, первые двое ворот. Первые двое ворот и на красной Там уже трассе падение. уже уехал, а на синей трассе Зиаддинова было падение. не справился. И Павел Райшев. В гордом и Кстати, техничном с очень одиночестве. да, хорошей техникой, все правильно, в техничном одиночестве. Так никуда не торопясь особо. Я такой уворачивается, немножко прогибается от флага. Так Да, интересно. как раз. Спокойно доезжает до финиша. TX 36 у Райшева 86. Молодец, подработал. Довольно серьезно. И у Карим там не очень хорошее время будет. Участника под номером 24 Райшева Павла. Ну да, он здесь сел. 14-95. Под номером 39 Зиаддинова Карима. Ну, техническая ошибка, что ли. Ничего страшного не было. Выезжал в следующий вираж и доску вынесло. 49.03 у Карима. Здесь на самом деле пока еще непонятно, кто в топ-16. Ну, понятно, что сильные должны заходить. Тут вопросов-то нет. Это первые как раз 8 пар. Но. Здесь, подождите, не все так здесь быстро. Во, как раз Егор Яничкин и Глеб Бушков. Бушков очень здорово прошел. Вот для себя здесь 36-77, а Яничкин на кроссовой доске. Сейчас будет соревноваться, как раз пытаться добраться до задачи минимум попадания в финал, как иначе. Егор Яничкин. Сразу падает. Ну, видимо, все-таки не справляется доска именно. Не то, что райдер. Райдер пытается закладывать те правильные, может быть, с точки зрения динамики дуги. Вот, но именно борт-кроссовая доска Капризничает. Капризничает, да, не позволяет ему отрабатывать вот на все. Здесь 100. доска говорит ему: я не дам тебе именно разогнаться, потому что при попытке штурмовать жестко вот этот вираж я начну трястись, я начну дрожать, и вот это гашение вибраций будет занимать у тебя А все у Егора силы. Яничкина дисквалификация. Видимо, он Флаг пролетел. флаг пролетел, да. Мгм. Вот. Похоже. Ну тогда все. Жаль. Здесь добавить нечего. Я за честную конкуренцию. И здесь обидно, потому что Егор видно, что выходил и прям старался. На том оборудовании, какое у него есть, отработать. Ну и Глеб Бушков улучшает свой результат. Ну-ка. 36-51, 2 десятки. О, нормально. Очень неплохо. Никита Маджара и Андрей Курохтин. Ну вот результаты начинают уже так стабилизироваться. Все результаты уже будут в первой попытке, я имею в виду, лучше 40 секунд. 38 и 14 у Маджары и 36 и 33 у Курохтина. Погнали. Наши городские, да.
Ох. Влетает такое ощущение, что Никита во флаг практически, теряя скорость. Но здесь, да, заметно. Уезжает прям Бушков. Вперед, ну Бывает, и да. Чуть-чуть, может быть, достает, ну вот Не старался удалось. Вот изо здесь всех не сил. удастся уже все. Изо всех сил старался. Сейчас бы ему еще секунду, сейчас ему еще доехать бы, блин, не промахнувшись мимо флага. Как бы не пришлось сейчас обратно по Коробкин склону Андрей. прыгать. Ну, вроде доезжает. Вроде доезжает. Здесь, да. Если ошибка, если DSQ сейчас будет гореть у Никиты Маджара, то прям плохо. Курохтин улучшился почти на 3 десятки. Молодец. Респект. И уважуха. Но почему-то вот оценку Маджара Никиты не показывают. А сейчас смотрим падение, где было, и не промазал ли он. Маджара Никита. Маджара Никита. 83:81. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ветеран participant number 36. Ну вот, конечно, такие вещи надо смотреть, ребят. Вот все, появилась оценка. Конечно, Ну, есть, да. Ну, хотя бы оценка есть. 45, понятно, сильно- плохо. Сильно хуже. Ну, падение внизу. Даже 2 получилось. 2 таких ошибки. Второй, конечно, заезд не удался. Не удался. Так, Бушков и Курохтин уже пробираются, понятное дело. Ну, на Финальную старте часть. Рыбаков. Виталий Рыбаков и Тимур Ачулаков. У Ачулакова 35-54 и у Рыбакова 37-55. Хороший результат у Виталия Рыбакова. М. У него 2-й разряд. То есть такая не самая Эх, ошибается. сглазили. Ну как сглазили? Мы как, да. про многих говорим, подбадриваем, похваливаем, Да, 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 иногда. да. Но не все ошибаются. Ну, конечно. Здесь, Это шутка. здесь все-таки, да, наверное, все-таки вот, как говорится, 2-й разряд, недостаток опыта. Опыт. Наверное, все-таки это так. Тут еще недостаток опыта он складывается в том, что, выходя на финальную пульку, ты начинаешь себя, загонять из серии «я должен, я смогу». Да не надо, господи. Езжай, как умеешь. В Да, стрессовой ситуации... надо расслабиться, В расслабиться. стрессовой ситуации вы никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий. В стрессовой ситуации вы всегда упадете до уровня своей подготовки. Это чеканная абсолютно фраза, и я ее помню всегда. Это вот ровно про... Да не надо стараться сделать лучше, сделай как умеешь. Не надо, сделай хорошо, как ты умеешь. И будешь, и тебе никто ни слова не скажет. Вот эта попытка прыгнуть выше Да. головы, вот эта героизация собственных усилий, она нужна-то не всегда. Есть моменты, когда надо превозмогать. У тебя болит, тебе плохо, но тебе вот уже ты уже вышел, уже езжай. Вышел, значит готов. А когда попытка, сделать лучше, чем ты можешь каким-то образом, получится хуже, чем ты умеешь. Это никому не надо. Рыбаков 39,11, скромненько, прямо скажем. А Чулаков 35,82, чуть хуже, чем сам, но задачу он выполняет, он На в финале. старте Гайсар Искаков и Владислав Николаев. Гайсар 35-31, Николаев, прошу прощения, 35-84. Ровное прохождение первой попытки, потому что здесь это уже глазом практически неразличимо. И смотрите, вот он. Оп. Вот это конкуренция. Вот сейчас нервишки у кого. Хорошо идут. Очень хорошо. Здесь надо успокаиваться и просто... Делать свое, Да. свое, никуда не спеши, ни с кем не гонись. Ты сделаешь свое, ты выиграешь. Красный. И накат, да. Отлично. И Гайсар Искаков здесь показывает то, что его претензии на попадание в финальную пульку. Безусловно, на призовое место. А почему бы нет? Посмотрим. Посмотрим, как проедет, что соперник. Результат участника под номером 42 Искакова Гайсара. Практически одно время. 35-31, 35-32. Гайсар Искаков. Очень Умница. интересно. И 35-99, тоже примерно то же Да. самое время у Владислава Николаева. Оба в финале, это точно. Молодцы, очень хорошо проехали, ребята, прям понравились.
Ишмурзин Эльвир 34.71 в первом заезде. Вот пошли результаты еще лучше. И Иван Андреев. 34.9 на старте. Андреев красная трасса и Эльвир синяя. Практически идентичный результат первой попытки у обоих спортсменов. Ну и что же покажут сейчас? Вот так. Камера все время переключается, и сложно сказать, кто в лидерах, да? Сейчас Андреев подошел, чуть-чуть Да. показалось, что Я думаю, что подвыкинул. то один, то другой в разные моменты времени в прохождении трассы, но плюс-минус вот они, Красный. оба одинаковые. Красный. И Андреев внизу такое ощущение, последние 3 флага каким-то, ну, собственно, мастерством каким еще, сумел прибавить. Опять, это пока зрительная оценка. Мы с вами видим то, что происходит на экране. Раньше бы сказали телевизора. Сколько раз себя поймал на мысли, что сейчас это монитор, как правило. Монитор смартфона, монитор компьютера, ноутбука, монитор именно того, что раньше считалось телевизором, да, то есть это по факту может быть что угодно, от проектора заканчивая стеновой панелью, да, Да. виртуальной. Вот так, Андреев 34.83, и да, все-таки не показалась красная трасса. Иван лучше прошел, чуть-чуть, но лучше. Эльвир 35.11, чуть хуже, причем, ну как чуть, сильно, полсекунды практически, 4 десятки себе проиграл, но 4 десятки вот на этом фоне, Ну и далее. неважно, кто был в финале. Далее Артем Бельский и Макар Бородин на старте. Бельский 34.72, первый заезд, Бородин 34.2. То есть номинально тот, кто сейчас едет по синей трассе, прошел лучше первую попытку. Еще посмотрим, что у него здесь будет. Кстати, вот что интересно, сам старт не выглядит прям таким уж мощным. Мощным, да. То есть вроде рывок есть руками, но старт он такой отложенный, скажем так. Постепенно райдеры набирают вот эту скорость, набирают накат. И ближе уже к середине начинают вкатывать по полной. Раз. Есть. Да. Макар. Макар, конечно. Бородин. Здесь очень уверенно. Очень уверенно. Ну, должен быть хороший результат у Макара. Ну, как следствие, попадание в финальную Явных пульку точно. таких прям ошибочек замечено не было. Участника под номером 34 Бельского Артема, минута 09.66. Под номером 25 Бородина Макара, минута 08.14. Мгм. О, выехал из 34, Бородин-то 33.94. Отличная попытка. Отличная попытка. И 34.94. У Артема Бельского чуть-чуть на 2 десятки, на 22 сотки, если все точно. Хуже, чем у себя же в первой попытке. И Макар остается Бородин улучшает, Артем Бельский немножко ухудшает. Тимур Зарипов 34.2, первая попытка, точно такая же, как у Макара Бородина, вот перед ним была, и по точно такой же трассе. И Георгий Башуров 34.68. Георгий Башуров красная трасса, Тимур Зарипов синяя. Поехали. Была там ошибочка. Ошибся Георгий довольно сильно. А теперь ошибается довольно сильно Зарипов. Его повело. Чуть потерял скорость, но вроде сумел подсобраться. Вот то один, то То другой, другой. то один, то другой. И вот сейчас финальная часть трасс. И Ну там, да, Тимур Зарипов. Зарипов там легко достаточно выигрывает. Но я не думаю, что он прибавит по отношению к собственному времени. Здесь нервишки сыграли, и тот, и Да, тот, и тот, были и другой довольно ошибки, сильно поэтому ошибались. время будет хуже. Ну, здесь едва увернулся он так. Флага и здесь вытащила. Под номером 41 Зарипова Тимура, минута
Не на тот радиус, на который хотелось его. Он перекладывался. Едва-едва не вошел прям во флаг. Вардом. Итак, 34-66. Здесь чуть хуже у Зарипова. И 35-79, почти на секунду хуже у Башура. Но это как раз вот они решили погоняться. Ну, погонялись, в принципе, отлично. На мой взгляд, хорошо. Дмитрий Подольский. 33-44 и 33-83 у Александра Турченко. Вот те, кто выехали из 34. Трасса уже немножко подсела, подразбилась. Но это не помешало, например, тому же Бородину улучшить свое время. А этому, ну, говоря об абсолютно одинаковых условиях, сейчас давайте, ребят. Да, и Бородин-то он на первом пока еще. По результатам 2 квалификаций все еще на первом и идет. А, кстати, Георгий Башуров из-за вот этих вот ошибок опустился на 6-е. Угу. Ну вот. Не бросайте ни в коем случае ехать. Прям что-то мотает Александра Турченко по трассе. Но Подольский Дмитрий достаточно Уверенно финиширует. никуда не торопясь. Но здесь тоже надо понимать, что выкладываться вот сейчас. То есть тебе, понятно, надо сопернику немножко дать понять, что мы с тобой сейчас в финале, скорее всего, еще встретимся в том или ином виде. Самому лишний раз трассу прочувствовать, но прям вымахиваться ну, не нужно. У тебя задача есть конкретное это попадание. Да, еще будут проезды. Есть, Именно да, вот такие настоящие соревновательные. Соревновательные, когда тебе надо будет выигрывать каждый заезд. То есть каждый заезд — это каждый отдельный спортивный эпизод, который ты решать должен в свою пользу. Если ты не решил, ты проиграл. Все, здесь по-другому не бывает. Но это все равно, что, я не знаю, в квалификации какой-то спортивной гимнастики лучшую программу катануть в квале, да, с лучшим результатом квала отобраться, устать и в финале завалить все. Ну, кому это надо? Никому не интересно. Так, Турченко 35-62 сильно хуже и 33-28 Подольский улучшает время. Лучший результат на данный момент. И Илья Куртин единственный, кто выехал в первом заезде из 33, 32-99. И Михаил Пнев 33-68. Пнев по красной трассе, Куртин по синей. Вот, разгоняются спортсмены и вот уже с второго практически поворота на полных ходах. О, что называется. Куртин идет, конечно, посмотрите. С другой планеты вообще. Да, очень серьезно выглядит Илья. Ну, посмотрите. Все, по всем ребята хорошо прошли. Но здесь прохождение да, прямо... Ну, понятно. Ой-ой-ой. Должно быть какое-то хорошее время, возможно, даже лучшее. 32-57. Еще лучше. Еще лучше, да. Еще лучше. Просто блестяще. Блестяще. Вот интересно, Пнев или Пнев? Я бы сказал, что Пнев. Ну, Пнев это как-то... Было бы логично, да. Ну да. Просто у нас почему-то ее не любят ставить. Не могут цифры на клавиатуре найти. Вон она. Да, вот у меня 34 появилась, да, цифра? 34-04 у Пнева третье результат, время. да. Хорошо. А второй кто? Подольский. Ну что, у нас есть результат второй квалификации. Кто у нас отвалился, можем сказать. Остальных мы увидим непосредственно дальше. Дальше не идут. Авраменко, Яничкин, Галишов, Таук, Давлетзянов, еще один Таук, Заидинов, Павлюченков, Гарифулин, Маджара, Куликов, Шмидт, Рыбаков и Райшев. Начиная с Плеханова, дальше всех мы увидим в топ-16 и, соответственно, в финальной части здесь параллельного гигантского слалома на играх «Дети Азии».
Судейское время 13 часов 10 минут. Трасса закрыта для просмотра. участники, представители команд, тренеры, гости. Сегодня на финальных соревнованиях в параллельном слаломе гигантов у нас присутствуют следующие важные гости. Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. Вице-президент Международного комитета «Дети Азии» Азат Мурадов. Генеральный директор Международного комитета «Дети Азии» Гаврил Ципандин. Генеральный секретарь Международного комитета «Дети Азии» Шерзот Асатулаев. Министр физической культуры и спорта Кузбасса Мяус Сергей. Глава Таштагольского муниципального района Орлов Андрей. Dear participants, team representatives, coaches, guests, today at the finals in parallel giant slalom, the following honored guests are present. Let's greet them. The President of International Committee Children of Asia, Vladimir Maximov. The Vice President of International Committee Children of Asia, Azat Muradov. General Director of International Committee Children of Asia, Gavril Tsepandin.
General Secretary of International Committee Children of Asia, Sherzod Asatulаев. Minister for Physical Culture and Sport of Kuzbas, Miaus Sergey. The head of Tashtagol Municipal Area, Orlov Andrei. Судейское время 13 часов 17 минут. Объявляется трехминутная готовность до старта первой пары участников финальных заездов у девушек. А добро пожаловать обратно, дорогие друзья. Надеюсь, вы не успели растренироваться за это время, поскольку сейчас у нас время финалов здесь, в Таштаголе. На играх «Дети Азии» и 16 сильнейших ребят и 16 сильнейших девушек, соответственно, будут соревноваться, каждый, естественно, в своей категории, за право называться здесь чемпионом игр «Дети Азии». Квалификация, достаточно любопытно получилась, если посмотреть и по результатам, и по тому, какие показали скорости ребята. Здесь понятно, кому можно прибавить, кому нужно прибавить, кому кто проехал в свою силу практически. Какой у нас сейчас регламент? Вот Андрей Смирнов, мой коллега по репортажу, думаю, расскажет, как все это дело будет выглядеть и кто на кого куда там выходит. Да, сейчас 1/8 финала. Все то же самое. Стартуют попарно. Вот, ставят обычно на таких соревнованиях лучший результат с худшим. Это вот первая двойка. Ну и дальше, соответственно, вот так разбрасывают участниц.
Ну да, у нас эта сетка раскидана, в принципе, ну, хорошо и достаточно понятно, кто на кого выходит. То есть первый, второй заезд, соответственно, их победители будут встречаться в 9-м заезде, третий, четвертый в 10-м, пятый, шестой в 11 и далее по списку. Да, ну и, собственно, это не самое главное, поскольку... Классическая верхняя и нижняя части сетки, в общем-то, ничего. Да, поскольку самое интересное, то есть вот 1/8, то есть это первичная расстановка, то, что вот вы видите на экранах, а в дальнейшем уже вот в 1/4 финала действительно будут выходить уже сильнейшие из этих двоек, и дальше уже мы будем смотреть, И то заезд есть здесь... накал страстей Да. только будет нарастать. Да, дадим больше неадеквата. Ну и на самом деле, кроме шуток, здесь уже сейчас заезд один. Это на выбывание. Ну, собственно, Да-да-да, и всё все. верно. Здесь, То есть, да, здесь больше ничего нету. Кто быстрее, тот и молодец. Да, лучше проходит в 1/4 финала, ну и так далее. Гликерия Захарова и Азалия Тимиргазина. Республика Башкортостан. По синей трассе под номером 25 Захарова Гликерия. Сибирский федеральный округ. Собственно, Гликерия Захарова, кандидат в мастера спорта, Сибирский федеральный округ. Захарова-то Хорошая, посильнее. опытная Посмотрите, спортсменка. посмотрите, как идет. Гликерия. Сейчас Сейчас, должна достаточно уверенно выиграть. В общем, да, она обгоняет Азалию Тимиргазину из Республики Башкортостан. И выходит у нас, соответственно, В далее. 24-ю. Далее, здесь можем сразу результат квалификации. Захария, ну, здесь понятно, их расставляли согласно, так сказать, результатам. Гликерия. Захарова Гликерия была 4-я в квале. Тимиргазина, соответственно, 13-я в квалификации с лучшими результатами 30. Ну, Тимиргазина прошла тогда 39-47. А Гликерия, у нее оба результата были 37-2. То есть она номинально здесь была фаворитом. Алексей В- Александрович, здрасте. Алексей Александрович, здрасте. Наверное, тренеру привет. Тренеру. Конечно. Девчонки, конечно, эмоции, когда проигрывают, прятать практически не умели. Азалия, очевидно, расстроена. Мария Котова и Арина Кузнецова. Котова 5-я в квале, Кузнецова 12-я в квале с результатами ровными, но 40 и 29. Там, где у Котовой было 37 и 37. С той копейкой, на которую я сейчас внимания уже не обращаю. Поехали. Ну, вот красота. Да-да-да, Красота боевые на уши. трассе. Боевые уши. Ну что ж, примерно вровень идут соперницы. Опять же, с этого ракурса очень сложно определить. Сейчас ракурс после середины трассы сменится, и мы сможем посмотреть заезд вот как раз от середины уже ближе к завершению. Ну, пока Ну, Котова, на конечно, красной по красной трассе. преимущество. Но оконцовочку, ах, фотофиниш, не могу сказать. Не могу сказать. Да, очень жаль, что нам не показывают здесь фотофиниш. Это было бы очень зрелищно, наглядно для нас и для зрителей тоже очень интересно. Ну, потому что отставала, обратите внимание, Арина Кузнецова отставала весь заезд практически. Чуть-чуть, но отставала. И тут в самой концовке не то Маша дала слабину, не то где-то подошиблась. Не могу здесь сразу сказать, поскольку скорости, сами понимаете, достаточно высокие. Здесь следишь за тем, скорее, как они обе идут, чем за техническими какими-то грехами. И то здесь, обратите внимание, даже шатнула Арину, и тем не менее, на финише, достала или практически достала. Такс. Ну, все-таки Котова Все-таки Котова. квалифицируется. Все-таки Котова квалифицируется у нас красной. 0:12 здесь, конечно, расстояние просто броска взгляда, по-другому, наверное, не скажешь. Очень плотный заезд, очень такой интересный. Кстати, вот Кристина Зайцева по синей трассе будет идти Дальневосточный федеральный округ, первый разряд. Это как раз та девушка, у которой была перестартовка. И Василиса Рудакова, Дальневосточный федеральный округ, 8 и 9 место непосредственно квала. Сейчас с вами наблюдаем.
То есть это одна команда, один федеральный округ, явно друг друга знают. Не один раз, соответственно, Конечно. И соревновались. явно знают Тренировались. манеру катания друг друга. Тем интереснее. Конечно. Поскольку эта дисциплина не контактная, здесь, ну, кто быстрее, тот и молодец. Ровненько, синий чуть быстрее. Догоняет, догоняет. Что, тоже до фотофиниша дойдет? Нет? Так. Нет, не дойдет. Думаю, синий все-таки. Все-таки Кристина Зайцева скорее. И обратите внимание, сразу начинает выяснять, а кто же? А кто? Ну да, ну так по-дружески, очень, Конечно. очень мило. Ну, потому что они вообще... То есть, вот для них сейчас совершенно непонятно, потому что мы видим картину со стороны, Да. они картину со стороны Конечно. не видят. То есть они видят, что они Возможно. вместе приехали, а кто первый, не очень понятно. Кстати, да, вот это вот интересные такие взаимоотношения. Тут даже такой может быть момент, что не только девчонки, которые из одного округа там, дальневосточного, знают друг друга, как они катаются, ну и вообще тренируются вместе или выступают вместе, но также и из других регионов, естественно, все знакомы, поскольку одни и те же соревнования и очень часто пересекаются на общих сборах, Конечно. первенствах, кубках, чемпионатах России. У нас Кристина Зайцева все-таки синяя, по синей трассе. То, что эта девочка, которая ехала, выиграла. А сейчас Яна Ульянова и Дарья Черкасова. Яна Ульянова у нас лидер квалификации. Черкасова. Это, кстати, здорово, что Дарья Черкасова 16-я? прошла в 1/16, ой, в 1/8. Ну, здесь вот понятно, что... Ну, тут да. Тут, если Яна не начнет себе проблем придумывать, ничего ей не отдаст. Это просто, это вопрос уже оборудования. Оборудование наката на профильной дисциплине, потому что есть, как Вообще, говорилось, Дарья есть, Черкасова- есть скала, несокрушимый гусиным пером. Это вот тот самый случай. пожалуйста. Яна Черкасова показала себя как очень сильный спортсмен. Да, да, но, Однозначно, но совершенно. в другой дисциплине. Да. Ну и здесь тоже себя проявила Но она достаточно прошла финал. хорошо. Прошла в финал. Это отличный результат. С 16 местом Между она, прочим. да, она проходит в финал, но, понятно, здесь выиграть пока, ну, нечем. И прежде всего нечем еще и оборудованием. Потому что одну мы сейчас смотрим, там, Яна Ульянова уезжала от нее как на такси просто вперед. Да, да. Серии Так. «Догоняйте». Ну, Яна решает здесь промежуточную задачу, то есть выход непосредственно дальше в 1/4 финала. И решает ее успешно. Так, она будет у нас по красной потом трассе идти. Все довольно просто и понятно. Ну, дальше не расстраиваться, тоже молодец. Яна улыбается хорошо. Мария Травиничева, которую мы Травничева назвали. Травиничева, да. Травиничева, конечно, Маша, извини, пожалуйста. И Владислава Коваленко. Владислава Коваленко. Ну, Травиничева вторая. У нее результат на 3 сотки, суммы хуже, чем... Сибирский федеральный округ, чем мастер у спорта. Яны Ульяновой здесь, прошу Да. прощения. И, внимание, на трассу. Ну, Владислава Коваленко, у нее, она из 40 одной не смогла пока выехать. Ну, здесь, я думаю, видно, да? Да, Владислав Коваленко второй разряд. Можно сказать, на фоне Марии Травиничевой такой вот Ну, всего лишь. новичок, наверное, да, новичок, здесь. Но, тем не менее, как мы уже обсуждали, это очень хороший опыт. Сразиться сразу здесь, ну, неоценимый вообще опыт с одним из лидеров сегодняшних соревнований. И Ну, Мария в мастерском стиле здесь разбирает ее, конечно, в 1/16. Ну, понятно, когда уровень сильно разный, то такие отставания, это нормально, так и должно быть. Здесь, понимаете, даже наличие опыта, наличие наката профильного тебя от случайностей совершенно финально не страхует. Вот не удержал поворот, неправильно зашел в вираж, неправильно заложился, в конце концов, перед этим самым виражом, ну и все. То есть, успеешь ты встать и пройти ворота, не успеешь, это никто не знает, никто. Естественно, Маша у нас идет дальше в четвертьфинал.
А Владислав Коваленко останавливается на этапе 1.16. Следующая пара — Марина Болтаева и Софья Бородина. Обе девушки с первым разрядом. Болтаева 7-я в квале, Бородина 10-я. По результатам, что у нас там? У Болтаевой 38 оба. Обе, кстати, с Уральского федерального округа. То есть тоже друг друга знают, соревнуются, вместе участвуют в сборах. Ну, это да, это драма. Да, снесло. Снесло. Очень обидно. Да. Все. Всё. Здесь Здесь это всё. ДНФ. Обидно. И в гордом одиночестве Марина Болтаева финиширует. Здесь, отбиваясь Ну, от остается силы поздравить инерции. Ну, спортсменку. она молодец, она справилась. На этом этапе маленькая победа. Ну вот так бывает. Это как раз к вопросу о том, что ничего тебе не гарантирует. Да, девчонки шли вровень. Да, В общем, плюс-минус один уровень, но вот, к сожалению, Ну, кто-то не справляется, кто-то да. справляется, кто-то нет. Так, ну, в Не этом... справляется с поворотами, с волнением. Посмотрите, да? Как шлем била. Мгм. Ананасенька, привет! Сейчас уже все. Всё в полном порядке. Уже расстроилась, ну, уже чего дальше расстраиваться, что себя закапывать, уже все случилось. Да. Ты вот эти вещи тренер тоже должен очень хорошо отслеживать. То есть, ну, у тебя ошибся, ну, не надо его сейчас уже добивать, спокойно. Все потом. На соревнованиях все равно молодец. То, что смог, ты сделал. Шуршикова Анфиса и Анастасия Башлыкова. Башлыкова. Башлыкова по красной трассе и Шуршикова, соответственно, по синей. Обе девчонки Погнали. из Сибири. Только Башлыкова Анастасия прямо отсюда, Кузбасс, Кемеровская область. Ну да, Обе кандидаты в мастера спорта. Шуршикова, Сибирский федеральный округ. Вторую попытку Шуршикова проехала плохо, а первую хорошо. Что же сейчас Вот происходит они на как раз трассе. по уровню достаточно ровные. Да, вот как раз в серединке обычно при таком распределении, при такой жеребьевке попадают в середине плюс-минус с равными силами спортсмены. Но, тем не менее, красная трасса получается у нас. Ох, Засыпало. засыпало, да, совсем снегом. Проходит чуть менее уверенно, и по синей трассе Анфиса Шуршикова как раз показывает, что ее вот результат во второй попытке, он был скорее какой-то случайностью, потому что она может ехать и быстрее. И проехала таки быстрее. Ну, смотрите, молодцы. Идут прям небольшое отставание. А, смотрите-ка, она по флагу проехала. Она не обогнула флаг, а проехала сквозь. Ага. Сквозь него, и поэтому Башлыкова. Башлыкова, Поэтому да. Башлыкова, это ошибка. Ух ты. Вот это Как да. расстроена. Ну, она выиграла гонку и ошиблась в предпоследнем флаге. Фантастика. Фантастика. Но и такое тоже бывает. Вот это тот самый элемент, который тебе дает неоценимый опыт, познанный на собственной шкуре. Что заезд заканчивается с пересечением финальной ленточки, а не до. Ну, обидно, что сказать. Виктория Козлова и Мария Григорьева. Заключительный заезд 1/16 финала. С вами сейчас наблюдаем. 1/8. Да, 1/8, прошу прощения. Ну, топ-16, господи. Да, Привычка. 16. Конечно, не 32 участника, потому что 32. Это в квале было бы человек 50. Мы комментировали до послезавтра. Да, Козлова Виктория квалифицировалась третий. Сибирский федеральный округ, кандидат в мастера спорта. Ну, спокойно едет, посмотрите. Да. А куда спешить? Это так. Не, Мария Григорьева тоже так постаралась догнать, но
Уже к середине было понятно, что если не допускает ошибку Вика, то, наверное, нет. Номер 18 Григорьева Мария 3-18. В 1/4 финала выходит номер 21 Козлова Виктория, Сибирский федеральный округ. Таким образом, в 1/4 финала выходит Гликерия Захарова, Мария Котова, Кристина Зайцева, Яна Ульянова, Мария Травиничева, Марина Болтаева, Анастасия Башлыкова и Виктория Козлова. Да, С чем их и чем мы их поздравляем. пока временно поздравляем, да, потому что дальше интереснее, дальше больше, и дальше все будет только нарастать. Напряжение будет только нарастать. Ну вот сейчас, кстати, согласно регламенту, довольно интересно, дорогие друзья. А что именно интересно? А я вам расскажу. А то, что сейчас вот можно запустить было, как и сделать, скорее всего, организаторы ребят, топ-16, да, 1/8. А можно было бы девчонок загнать дальше за Можай, что называется, до конца заставить проехать. Но это, это нагрузка серьезная довольно. Эти вас подряд. Наверное, да, нужно дать дать хоть отдых. немножко вздохнуть. Плюс все-таки на улице холодно. Мгм. Надо как-то Ну, согреваться. это да. Ну и смотрим. 1/16 финала... О, господи, да соберись. 1/8 финала. Мужчины. И Макар Бородин и Владислав Николаев. Вашему вниманию, дорогие друзья. Бородин 4-й в квале. Ну, Николаев 13-й, соответственно. Бородин. Уральский федеральный округ. Ух. Владислав Николаев, Республика Башкортостан. Обратите внимание, по красной трассе аж подпрыгивает. Да, да, да. Старается дальше набрать, еще Мощнее набрать. вкатить вот в эти повороты. И Ну вот, кажется, пропускает ворота. промахнулся, да. Пропускает ворота. Здесь уже без вариантов. Боец в синем кудоге, как сказали бы. Спортсмен, идущий по синей трассе. Владислав Николаев ошибается. Ну, а Макар Бородин в очень, знаете, хорошем таком агрессивном стиле выигрывает. Там показывает, вообще не боюсь отсутствия потери контакта. Здесь дисквалификация, естественно, поскольку он встал и поехал дальше по прямой, это понятно, что дисквал.
Participant number 25, Равин Алкар. А, ну да, вот он промахнулся мимо флага. Смотрите. To the quarterfinals. Оп, и стал заходить. Не стал да. сбивать флаг. Ну, это ошибка траектории. Очень обидно, что это происходит в финале, потому что, ну, если он до сюда добрался, значит, есть он умеет. Ну, очевидно, по-моему. Но, тем не менее. DSQ красноречивая дисквалификация не потому, что ругался с судьями, а потому что нарушил правила и регламент соревнований. Ну, и не регламент, конечно, правила прохождения. Раз. Тимур Зарипов и Тимур Чулаков. Четки на старте. Два Тимура. Кто из них окажется Тамерланом, нас покажет в самое ближайшее время. Тимур Зарипов, Республика Башкортостан, кандидат в мастера спорта. Ну и Чулаков Тимур. Первый разряд. Кемеровская область, Кузбасс. Но оба достаточно мощно накатывают. Это то, что мы сейчас видим. И вот, да, практически одинаково идут спортсмены. Небольшие ошибочки на красной трассе. И благодаря этому... Благодаря отсутствию этих ошибок у себя, да. Тимур Зарипов у нас уйдет дальше в 1/4. С чему можно будет только поздравить. Ну, чему поздравляем, в общем. Номер 48, Чулаков Тимур. 1:03. В 1/4 финала выходит номер 41, Зарипов Тимур, Республика Башкортостан. Result of participant number 41, Zaripov Timur is 0. The result of participant number 48. Вот как обходит. Прямо сшибает его. Да, и здесь, кстати, это не важно. Это не ошибка. Просто такие помарки, они могут лишь затормозить спортсмена, да, конечно, но потеря не более скорости. того. Потеря скорости, но это... Но тут, кстати, еще не вопрос. Если по траектории он хорошо заложил дугу, сбил этот флаг, то, может быть, даже это и выгоднее сбить флаг, заложив дугу близкую к флагу. Собственно, этому флагу, да. Таким образом, еще дополнительно нарастить. Смотря тут, видимо, как этот флаг может быть сбит. Ну да, если я так подозреваю, что если ты его цепляешь там тазом или рукой, это одно, а если ты краем Можно борда, запутаться. краем борда его цепляешь, то это явная потеря скорости плюс потеря еще и контроля. Видел на каких соревнованиях, что... Во флаге завернулся? Да. И как? Вокруг ноги. И уехал. И уехал флагом, вместе да. с ним. Ну, бывает. Унес домой как трофей. Иван Андреев и Эльвир Шмурзин. Ух ты. Да никак, но не идет у Андреева. Сдается. Сдает, ну там понятно, раз ошибка, два ошибка уже. Там дальше дисквалификация и, собственно, все. Эльвир с выходом в 1/4. Ну, здесь не Республика дрогнул. Башкортостан. Не дрогнул, прошел прям хорошо, ровно. Первый разряд. Справляется, в общем, с волнением. Все в порядке. Participant number 27, Shmurza Elivir, the Republic of Bashkortostan, is moving to the quarterfinals. Ну вот здесь мы наблюдали ошибку, собственно, Ивана Андреева, грубейшую, что не позволило ему продолжить соревнования дальше. Это как раз те самые нервы. Здесь, как вот казалось бы, да, вот эта дисквалификация промах по флагу, это уже на другие. Когда Да, человек при этом... работает примерно на предельных скоростях, и у тебя уже или сделал, или не сделал. Поэтому Иван Андреев значительно мощнее выглядел изначально. Ну, именно массу тела, мускулатуру надо уметь контролировать. Потому что для, например, для некоторых видов спорта это критично, потому что ускорение массы, инерция тела. Чем она больше, тем лучше. Но тебе надо ее удержать и еще разогнать. Это тяжело. Вот как раз тот пример, когда первое место соревнуется с последним, да? Илья Хуртин квалифицировался первым. И Артем Плеханов, который 16-й был по результатам квалификации. Вот мы видим этот заезд.
когда можно, вот тот момент, когда Артему Плеханову можно посоревноваться с лидером. Ну и, кстати, обратите внимание, практически его догонял. Да, Ну, в какой-то момент, да, окей. было такое, но чуть-чуть все равно отстает. Ряд ошибок не позволяют ему вырваться. Илья с самого начала, он как упилил вперед, так и там оставался. Он очень здорово, очень быстро прям вот начинает. Заезд сразу обозначает свое преимущество, ну и техника у него здесь практически одна из лучших. Он стоит как влитой на доске. Очень хороший контроль массы, очень хорошо выбирает вот эти вот дуги. Посмотрите как раз. Спокойно цепляем флаг, то, о чем вы говорили. Вот он плечом его чуть подбивает. Ну, я бы назвал это вообще стиль. Ну да. Так, на очень Хороший хорошем. такой стиль. На хорошем уже стиле. Здесь есть куда расти, Илье. Привет всем, тем, кто меня поддерживает. Привет маме. Привет тете, привет бабушке. А тем, кто не поддерживает, не привет. Вы уходите, вы злые. Да? Вы меня не поддерживаете. Ну, кроме шуток. Так, Дмитрий Подольский. Ну да, и вот похожая пара. Дмитрий Подольский квалифицировался вторым. Глеб Бушков 15-м. Ну да, номинально вот эта пара, она, ну, как и предыдущая. То есть это, вот они разные по уровню уже. Дмитрий Подольский, Кемеровская область, Кузбасс. Кандидат в мастера спорта. Глеб Бушков. Первый разряд. Республика Саха-Якутия. Что же мы видим? Отрыв Дмитрия. Серьезный причем так. Серьезно, здесь не надо ничего Немного придумывать. сбивает флаг, но это, кстати, не вредит скорости совершенно. Щелкнул. И сразу же маршал туда побежал. Да. Поставь, где взял. А вот если он флаг сносит и снимут, он уехал, это будет считаться ошибкой до Мне дисквалификации? кажется, что да. То есть здесь очень сложно вообще сбить таким образом флаг. То есть это две стойки получается, да? Это он должен в него вообще врезаться и снести его, ну, то есть чтобы уехать. Как Ну или рукой прям в процессе вот сдернуть, да? Но это опять, Мне это кажется, можно нарочно сделать. Мне кажется, сдернуть можно только нижнюю часть вот на длинной палке. Обратите верхняя внимание, закреплена, там, да. там закреплена, там есть такой как штативчик, не штативчик, а Ну, как это называется? Защелка. защелка, да. Не так просто это сделать. Если Прямо только его снести. стойку оторвать прямо руками. Ну, это тоже кому-то надо. Здесь только в порядке эксперимента. Дмитрий Подольский у нас идет дальше. В финальную пульку, кто ему там состоит компанию, победитель пары Артем Бельский и Георгий Башуров, которые сейчас будут стартовать. Бельский по синей трассе, Башуров по красной. Оба спортсмена с первым взрослым разрядом. Артем Бельский, Кемеровская область, Кузбасс. Так. Широковато идет. Да, надо зарезаться, конечно, Во. максимально близко к флагам. Стараться выбирать такую траекторию, чтобы, ну, скажем так, скрадывать вот это лишнее расстояние. Максимально приближаясь к финишу. Но. И очень интересно. Фотофиниш. Показалось синий все-таки, что все-таки Вот Бельский. и мне тоже, да. Это интересно. Ну, наверняка здесь сказать, ну, тяжело. Номер 34, Бельский Артем, 0-0. Вот это примерно равный уровень. Бельский Артем квалифицировался 7-м. Георгий Башуров 10-м. То есть здесь как бы разница не очень большая. Видимо, была и по времени. Именно поэтому за этим заездом было очень интересно наблюдать. Особенно за финальной А вы знаете, стадией. все-таки красный Башуров. Отставание 2 сотки. 2 сотых. Ну, в общем, человеческому взгляду Не вот такое разглядеть. недоступно абсолютно. Всем привет. Поскольку мне тоже показалось, что Спасибо, что я здесь. спортсмен на синей трассе был первым.
Но для этого уже очень-очень давно, чтобы исключить вот это показалось Да. нам с вами, да, придуманы вот эти системы телеметрии, которым не кажется, не знают, когда и кто проехал, да. Еще два заезда у нас сейчас 1/8 финала. Это Александр Турченко и Гайсар Исхаков. И дальше Михаил Пнев и Андрей Курохтин. Стартовали участники по красной трассе под номером 25. Турченко Александр, Уральский федеральный округ. По синей трассе под номером 42. Турченко Александр по красной, Гайсар Исхаков по синей трассам идут. Тоже плюс-минус одного уровня спортсмены. 6-е место по результатам квалификации у Александра Турченко и у Гайсара Исхакова 11-е. И вот вы видите, да, тоже очень интересный заезд. Идут практически вровень. Вот финальные метры. Но Здесь явно красный, да. Красный, конечно. Александр Турченко здесь в концовке прям выкатил вперед. Вот этот финиш с вытянутой рукой, он, конечно, здесь. Хотя, вот помним, да, накануне вот такой финиш, кто-то доску оставил впереди, у кого-то доска уехала. Это стоило в итоге первого места. Уже вроде бы как, которое в кармане. Но Это так. это оказалось все не так просто. Кстати, частый такой прием, который используют и кроссовые сноубордисты, и параллельщики для того, чтобы финишировать, либо вытянуть руку, но даже скорее не руку, а доску, выстрелить доской вперед, носом доски. Так, Вот Александр Турченко, да, переходит. и дальше. Пнев Курохтин сейчас. Пара пойдет. Михаил у нас по красной трассе и Андрей по Сибирский синей. федеральный округ, кандидат в мастера спорта Михаил Пнев. И Андрей Курохтин, Уральский федеральный округ. Первый взрослый разряд на старте. Внимание. 3, 2. Поехали. Форму, посмотрите, обратите внимание. И даже ботинки одинаковые. Только на эти, ну, защита на голени разного цвета. Ага. Ошибочка. И у второго И все равно, смотри, райдера. И устоял. вот выравниваются. Очень интересно. Скорость потерял Ну-ка, очень сильно кто сейчас же- Михаил кто Пнев. же, Раз, надо накатывать. скажем Надо так, накатывать. реабилитируется, да? Надо О, какая здесь на Спортсмен на финише, синей на трассе. финише. И... Давайте, ну, ребята. И Опа. синий. Ох ты. А Ну, Курохтин-то здорово, молодец. здорово. Курохтин молодец. Причем и Миша здорово, ну как бы, если бы не вот эта ошибка, он его догнать-то догнал. Он его догнать догнал, но на последней флаге вот не хватило, на двух последних флагах. Уже, ну, тяжело разгоняться с места, потому что у него ошибка была такая, которая его остановила. Он потерял скорость. Вот, Здесь эту ошибку мы ошибся. видим, как раз мощный удар в стойку флага, Вот здесь раз ошибка. а здесь тоже. Два ошибка. И вот здесь он и потерял как раз скорость, и дальше пришлось догонять. А, ну, как ни парадоксально, Андрей ошибся раньше. И у него скорость после ошибки была уже выше она внизу. Ну вот, Ну и вот, вашему вниманию, результат. Андрей Пожалуйста. Курохтин проходит дальше. Курохтин идет в 1/4, а Михаил Пнев, которого блестяще абсолютно была проведена квалификация, оба результата здорово, и первый результат вообще из 34, второй 30, ну, все хорошо, да. Он оказывается за бортом вот этих топ-8, что, ну, И в мини-сенсация. В четвертьфинале у нас Макар Бородин, Тимур Заринов, Эльвир Ишмурзин, Илья Хуртин, Дмитрий Подольский, Георгий Башуров, Александр Турченко и Андрей Курохтин. Ну, вот все становится интересней и интересней.
Погнали дальше. Здесь мы с коллегой Андреем Смирновым не устаем восхищаться, на самом деле, работой ребят из J-Snowboard, потому что и у них и для мобильной версии, а вот, как правило, веб-версия допилена, ну, здесь идеально практически, ну, в моем понимании идеально. Мне, как комментатору, удобно с этим работать. Те, кто делают, как правило, такую сетку, мало обращают внимание на версию для смартфона. И там, как правило, укороченная, обрезанная веб-версия, неудобно читаемая даже. И здесь сейчас я смотрю, вот коллега сидит в смартфоне, разбирает статистику и смотрит на сетки. Оно тоже удобоваримое и прекрасно читаемое. Что приятно. Ребят, спасибо большое. Есть, Да, чему поучиться, есть чему поучиться. Многим это не хватает. Да, Многим почти всем этого не федерациям. хватает. У нас инерция мышления — это страшная штука, страшнее атомной Браво, войны. да, хочется сказать. Браво. Вот, у вас этой инерции нету. Гликерия Захарова и Мария Котова. Первая четвертьфинальная пара девчонок сейчас приняла старт. Захарова синяя трасса, Котова красная. Обе кандидатки в мастера спорта. В общем, здесь уже такая, скажем так, заруба. Конечно, здесь идет уже серьезная. выяснение, кто в полуфинал, а кто уже, извините, нет. И в изумительном совершенно стиле Гликерия Захарова выигрывает. Практически безошибочное прохождение. Собственно, она этот стиль показывала и во всех предыдущих заездах. Отличную технику, отличный стиль. И она у Маши выигрывает по меркам, ну, здесь по меркам заезда много, почти, обратите внимание, почти секунду. Это очень-очень много. Да, вот вы обратите внимание, правильно очень, в правильных местах именно вжимается в поворотах. Это тоже позволяет преодолеть сопротивление воздуха и тем самым ускориться. Ускориться, конечно. Здесь же вы понимаете, что вы же едете вниз, то есть у вас идет постоянное ускорение, если вы все делаете правильно. И ускорение непостоянное, если вы все делаете неправильно, учитывая, что вы, ну, галсами, ну, господи, поворотами заходите, да, скорость у вас падает немножко в любом случае. На старте Яна Ульянова, Кристина Зайцева. Что самое быстрое движение с горы, оно какое? Вниз. По прямой. По прямой. По да. прямой, господи. Не надо ничего, сжался, сел, поехал. Поначалу, когда люди вот уже, ну, я видел, и многие рассказывали из профильных специалистов, когда там ребенок, подросток ощущает наконец-то себя, что он стоит на лыжах и может ими управлять, самый кайф — это погонять. Это вот сел и по прямой, вот рогами уперся в трассу, не надо никаких поворотов, надо вот разогнаться. Лечится парой падений, говорит, на такой скорости, и тем, кому везет после таких падений, уже перестают рогами вперед ездить. Да, да. Обратите внимание. Да, ну вот девчонки на финише. Нам показывают повторы. Ну, Яна Ульянова и Кристина Зайцева. Ульянова здесь в статусе безусловного, конечно, фаворита. Она очень хорошо идет. И Смотрите, как промахивается. сильно промахивается, сильно это выносит, не справляется с управлением. Кристина, не очень понятно, что там, да почему, но ее прям выкинуло. Да, выкинула на трассу синий на красную. Прям. Она не Лана, она Яна, Яна ребят. Ульянова. Делайте титр, пожалуйста, если есть Вот возможность. интересно, оперативно это можно делать? Если это софт как бы со вбиваемыми именами и фамилиями, как у нас было раньше, то легко. Это делается буквально открытием протокола и изменением имени участника, даже если он действующий. Но это опять он должен быть, ну, я его руками сейчас не видел, эту букву, да, не тыкал. На старте Мария Наши Травиничева ребята делали, с кем мы и Марина спорте работали. Болтаева. Марина Травиничева. И Марина, господи, здесь еще не запутаться надо. Да, попытаться. Мария, собственно, Травиничева, мастер спорта. Это самое скажем, высшее, да, звание на этих соревнованиях. Ну, посмотрим, как Ну, ей звание удастся, да. званием, а Звание посмотрите. званием, да. Ну, идут, опять же, в уровень. Сейчас надо накатывать. Это как раз прекрасно понимает, когда надо прибавить. Прибавить надо в конце. Никому не интересно, как шла гонка, если в конце ты выиграл, а оппонент проиграл.
Да, как говорится, все остальное это просто экскьюзы, да, извинения. И остальное это декорация. Это декорация, обрамляющая сцену. И ты на этой сцене или останешься, или тебя с этой сцены попросит уйти более удачливый актер, которому на этой сцене предстоит еще сыграть еще одну роль, а тебе уже нет. Но здесь нормально, концовку, ну как нормально, для себя нормально, концовку забирает Травиничева, ну здесь на классе. Молодцы, девчонки. Она как раз внизу сумела прибавить столько, сколько надо, потому что за 5 ворот до финиша они проходили даже виражи в одно время. А у кого-то была скорость, запас скорости, у кого-то уже не было. Итак. Ну и да, Виктория Козлова и Анастасия Башлыкова. Заключительная четвертьфинальная пара, после которой будут собраны полуфиналы. И вот здесь начнется самый такой замес. Виктория Козлова, кандидат в мастера спорта из Сибири. Ну и Башлыкова Анастасия. Тоже из Сибири, но уже местная. Кузбасс, Кемеровская область, тоже кандидат в мастера спорта. Ну и смотрим, кто же из них. Ну, пока все ничего у Козловой как раз. Да, Достаточно раньше, легко и легко раньше идет. легче проходит ворота. Легче, нет суеты, и тут уже финиш, в общем. Раз, спокойно. Можно спокойно финишировать, готовя себя к полуфиналу уже. Ну, фавориты у девчонок все показали, что могут. Что могут, что результаты квалификации, прежде всего временные результаты квалификации не были случайностью, раз, а были закономерностью, и что финальная борьба нас с вами ждет, ну, здесь ожесточенно, конечно, не подходит. Очень напряженно, назовем это так. Participant number 21, Kozlov Victoria, Siberia Federal District, is going to the Виктория Козлова. Таким образом, в 1/2 проходит Гликерия Захарова, который будет соревноваться Яна с Ульянова. Яной Ульяновой. Ну, тут пара И Мария сумасшедших. Травинчева Пара с Викторией Козловой. Пара совершенно сумасшедшая, это Захарова с Ульяновой. Вот. Да и Травиничева с Козловой тоже достаточно интересная. Потому что вот в полной мере они как раз должны будут раскрыться именно вот в полуфинале, но про финал я молчу. Там опять 2 финала, еще большой и малый. Не просто финал. О, наш синий друг. Он говорит, и что, говорит, с Йети делать? Привет. Сплошные расстройства. В чем-то исполнение. Ну, далее ребятам увеличивается у нас. Ну, проезжают специалисты, смотрят Все ли состояние трассы. На что, кстати, обращает внимание специалист, когда вот так вот ездит? Вот, Да, все, что угодно. Это могут быть и выбоины, это могут быть какие-то куски даже плотного снега, которые выскочили на трассу. Ну, естественно, это все можно быстренько или загладить лыжами, или убрать, выкинуть просто этот кусок льда или снега, а также посторонние предметы тоже может быть, да, при столкновении, при падении с карманов, честно говоря, и наблюдал, выпадают и мобильные телефоны, и еще бог знает что, все-таки бывает и такое. Ничего себе. Макар Бородин и Тимур Зарипов. Первая четвертьфинальная пара принимает старт у ребят. О, отлично. Вот сейчас прям хорошо. Ой, здорово. Равная борьба. Очень равно. У Всё кого красиво. нервы крепче, у кого нервы крепче. Обратите внимание, они катаются в разных стойках, и поэтому смотрят друг на друга, получается. Один И гуфи, другой регуляр. да, Это интересно. да, это интересно. Это дополнительный такой нервяк, когда на тебя партнер пялится. Да, просто можно смотреть друг на друга. Вот, это можно даже что-нибудь сказать. Привет. Привет, да. Номер 25, Бородин Макар 0, номер 41, Зарипов Тимур 0-13.
Ну, судя по объявлению судьи-информатора, Макар Бородин у нас дальше идет в полуфинал. Ох, прям все близенько. Да, Макар Бородин у нас идет далее. Ну, там отставание будет, ну, вот, там какие-то, одна десятка, полторы десятки, ну, не суть. Да, здесь в этих заездах уже Ну, мы не неинтересно, да. смотрим особо на то, каким там квалифицировался, каким прошел там дальше и так далее. То есть здесь уже не играет значения вот это время квалификации. Здесь здесь примерно все оппоненты равны. Ну, некоторые... Поскольку это уже 1/4. Да, но некоторые оказываются равнее те, кто выигрывают. Естественно. Илья Хортин и Эльвир Ишмурзин. Вот Хортин, набирают скорость. Хортин по красной трассе в статусе. Смотрите, с первого поворота уже скорость достаточно высокая. Уже Смотри, он полная практически ложится, он практически грудью Да, лежит на да. склоне. И здесь вот набрал скорость, и уже можно вырезать виражи. Вот правильная обработка трассы. Правильное вжимание, скажем так. Ну да, здесь можно не торопиться. Ну, да. Говорит, должен ехать именно вот так. Уверенно, спокойно сделал себе преимущество. И стоя, без всяких вот этих вот, заезжаем на первое место. Ну, в этом заезде, естественно. Так, до первого места еще все-таки добраться надо. Но стиль очень нравится. Вот когда он проходит как раз вправо, посмотрите. Он прям аж вытягивается. И вы видели, он посмотрел, где А его соперник. где соперник? А у соперника такой возможности не было. Опять же, разница в стойках. Вот здесь, наверное, возникает преимущество, когда, ну, в зависимости от расположения спортсменов и в зависимости от стойки, да, потому что один может посмотреть, где его оппонент, находится другой, да. а другой уже нет. Так, есть полуфинальная пара, Хортин и Бородин, соответственно, и сейчас принимает старт Дмитрий Подольский по красной трассе и Георгий Башуров по трассе синий. Третий четвертьфинал вашему вниманию. И старт. Башуров Георгий и Дмитрий Подольский. Кто же из них станет первым в этом заезде и пройдет дальше? Здесь тоже не безошибочно. И один и второй там немножко, ну, мажут где-то. Но здесь очевидное совершенно преимущество Подольского. Хотя показалось в первой трети, что там была ошибка, которая сразу позволила Башурову его догнать. Но, видимо, что показалось. Показалось. Ну да, вот в этом моменте они были, ну, шли вровень, были рядом. Ну и в дальнейшем уже Дмитрий Подольский отрывается. И вот так финиширует. Да, достаточно спокойно. А второй где? Говорит, не пойду я. Злые вы. Уйду я от вас, да? Александр Турченко и Андрей Курохтин. Заключительный четвертьфинал у нас с вами, дорогие друзья. Турченко представитель Уральского федерального округа. Андрей Курохтин, также уралец. Вот, кстати, интересно. Друзья, товарищи. Андрей, а вот это вот, ну, у них у всех есть профиль на шлемах место для крепления GoPro-шки какой-нибудь? Или оно ставится? Нет, отдельно? конечно, оно на специальном скотче 3, ну там, таким, который не отлепляется, такой достаточно мощный. Тремовский, да, то есть вот. Он идет вообще в комплекте.
с камерами, как правило, потому что это как раз является гарантией того, что ты не потеряешь просто эту Ну да. камеру. Дорогостоящее оборудование. Да, не надо тут придумывать ничего, не надо свои там скотчи искать, свои крепления, там это излишне. И Александр Турченко, да, здесь оказывается лучше. Что я сколько наблюдаю, там кто во что гораздо, понятно, что мне почему-то казалось, что в шлемах современных конструкций предусматривают просто место для установки. То есть такой, специальный какой-то паз нет. Но все оказалось еще более прозаично. Я не видел, да, там все просто. Клей. Скотч. Промышленный скотч. Макар Бородин, Илья Хуртин, Дмитрий Подольский, Александр Турченко проходят в Полуфинал. вторую финал. Полуфинал, дорогие друзья. И сейчас все становится вот еще напряженней. Сколько полуфинал у девчонок и полуфинал у ребят. Привет всем юкиоровским, нашим одноклассникам и нашей классной руководительнице Ирине Александровне. Фух. Ну и мы возвращаемся в Таштагол. Я бы с радостью, вот, знаете, сейчас Дети Азии 2. на трассу-то бы сходил посмотреть вживую. Вживую, А конечно, вживую это намного вообще интереснее, по-другому намного всё. ярче, зрелищнее. Болеешь за участников совершенно по-другому. Конечно. Конечно, потому что... Потому что это вообще интерактив тут. И холод, и ты чувствуешь снег, ты понимаешь, что ощущают спортсмены. И какие-то вот погодные вот эти нюансы, холод, Ну, элемент ветер, сопереживания, да. Ну, и элемент сопереживания, вот этот психологический, да, момент тоже работает. Ну и вот этот вот даже нервяк на старте можно ощутить. Конечно. Вживую. Конечно, там просто, И, там физически и ты чувствуешь ощущение на напряжение. финише, вот эти вот эмоции совершенно по-другому передаются. Полуфинал. Яна Ульянова, Гликерия Захарова. Ульянова по красной трассе, Гликерия Захарова по синей. Вот здесь уже пошло выяснение обстоятельств, у кого какие медали. Тут интересно. Смотрите, как въезжает, прямо садится максимально низко сейчас Захарова, стараясь достать соперницу, но тут получится, не получится. Яна Ульянова здесь
очень уверенно проходит низ трассы и выезжает в финал. В большой финал, естественно, Чем где будет мы и борьба поздравляем. за золотую медаль. Гликерия молодец, она здесь не спасовала. И было ощущение, что вот есть возможность сейчас прибавить. Здесь, С ее посмотрите. техникой, с ее стилем можно было делать. Очень здорово, очень низко может сидеть, очень правильно выбирать и выписывать траектории, но это вот как раз на высоком уровне разница в мастерстве определяется мелкими частностями, которые ты делаешь или лучше, или хуже. И отличный заезд, блестящие показали совершенно прокаты, та и другая, но вот помните, можно быстро исправить, можно, вот сейчас она Яна. Через I, правда, а не через Y. Ну, хотя бы так, да. Хотя бы так. Хоть не Лана, да. Ну, услышали, наверное. Ну, да? ну, передал, скорее всего, режиссер, что она... Ну, она Яна через Y, ребят, все-таки. Она так Иоанна получилась у вас. Ну и Мария Травиничева. Травиничева, да, мы уже выучили В Травиничева. таком флюоресцентно-зеленом шлеме красивом. И И Виктория Козлова. Кто же из них будет в большом финале? Ну, пока Атакует. Мария атакует, накатывает. Травиничева Очень атакует, но агрессивно, здесь... мощно, технично. Но, по-моему, они Вика ошиблась. ошиблась. Вика просто ошиблась. промахнулась. Почти догнала. Она вот это вот... Ой, и здесь ошибка! Не может быть. Вставай, у тебя... Она прошла флаг. Она прошла флаг. флаг. Да, она прошла флаг и прошла его правильно. Ну, это вообще, конечно. Ну, фантастически. Называется «Там не упади, там не пропади». И соперница тебе чуть не подарила этот полуфинал лично. Вот только что двумя руками упала плашмя. Обалдеть. Раз. Очень агрессивная очень работа интересно была. вообще. Конечно. Очень агрессивно они друг друга атаковали, опосредованно, опять-таки, то есть руками друг друга. И вот здесь она промахивается мимо флага. Причем практически ее Вика-то догнала. Да. Но вот здесь она сбивает флаг, справляется уже, уходя, чтобы не промахнуться мимо, падает Какое здесь прям. падение неприятное. И дальше к вопросу о спортивном мужестве. Вставай, едь. Что у тебя полуфинал? А тебе еще финал ехать сейчас. Если не встанешь, не поедешь. Ну да, это вот те моменты, из-за чего нам нравится спорт, на самом деле. Непредсказуемость. Да, это очень такой заезд был нервный, наверное, самый здесь нервный. И мы имеем большой и малый финал. В большом финале встречаются Виктория Козлова и... В малом финале, прошу прощения, встречаются Виктория Козлова и Гликерия Захарова. И Яна Ульянова с Марией Травиничевой встретятся в финале большом. Следующие два заезда у девочек – это распределение медалей. Ну и впереди нас ждет полуфинал мужской. У всех такое выражение лица разные, кто-то... Как правило, больше всех жгут волонтеры, как ни странно, потому что, ну и все равно там звезды. А вот кто из них? Здесь я не вижу волонтерских курток. Ну, я могу ошибаться, конечно. Но вот те вот зелененькие, может быть. Такие. У нас волонтеров я последних хорошо отличимых помню только Так, на Олимпиаде в Сочи. Нам показывают табличку. Полуфиналы. А самые бестолковые волонтеры были в Лондоне. Хотя нет, Турин еще был 2006 год. О, там вообще феноменально. Они все не говорили по-английски. Мне кажется, на больших ивентах такое может быть. На Олимпийских играх волонтер не может не говорить по-английски. В Лондоне. Не, да, он как бы, Без разницы. нет, там неважно где. В Пекине, где, в Китае, в принципе, с английским не так все хорошо, как могло бы быть. Это да. Там по рации говорилось бу-бу-бу, и прибегал чувак, который говорил по-английски лучше тебя. То есть в любой ситуации неразрешимой. Просто в любой. Это организация. Это, Турин был просто безобразно сделал, а Лондон еще бестолково. Илья Хуртин, Макар Бородин. Ну, здесь, да. Илья, как обычно, прям накатывает очень мощно, Илья очень легко, красиво. Своего не отдаст. Он своего не отдаст. Да. И
Ему может помешать Yes. в финале только собственная ошибка. Вот он очень собран, хватило бы ему этой концентрации до Да, окончания выглядит очень финала. Он впечатляюще. выглядит очень собранно. Здесь целиком Андрей с вами согласен. Очень как нацеленно. Да. То есть это как вот полное ощущение, что он как раз сейчас ушел в себя, вернусь не скоро. То есть он находится сейчас абсолютно на своей волне, и ему нормально. Да, это чувствуется. Чувствуется вот эта вот какая-то Отстраненность внутренняя, легкая, да. сила и отстраненность. Легкая отстраненность, то есть вот у него дежурный организм выполняет все вот эти улыбки, помахать руками, да, и все, и дальше в себя ушел. Дмитрий Подольский, Александр Турченко. Второй полуфинал у нас сейчас. И, соответственно, Подольский по красной трассе, Турченко по синей. Кто будет встречаться с Хуртиным в большом финале, а кто уйдет к Макару Бородину в финал малый. Старт. Здесь встретились Уральский федеральный округ с Кузбассом. Александр Турченко — Урал. И Дмитрий Подольский — это Кузбасс, хозяин. Но не с трассы, не с трассы. И да. Понял. Кузбасс Понял, наверное, выходит в Турченко, большой финал. что проиграл. И Дмитрий Подольский уже уверенно доехал. Номер 49 Подольский Дмитрий 0, номер 28 Турченко Александр 0,67. В малый финал. Вот опять эти расставания 0,67, отставание, прошу прощения, 0,67, который между Подольченко и Турченко был, это цена медали. То есть один из них уже с медалью, вопрос, победит он или нет, а второй, возможно, с медалью, но еще надо победить, чтобы эту медаль завоевать. Система больших малых финалов, она здесь, конечно, добавляет красочек таких интересных. Илья Хуртин и Дмитрий Подольский в большом финале. И Макар Слалома Бородин, гиганта. Александр Турченко. А у вас, кстати, коллега сейчас тоже где-то на слалом гиганте катается, там тоже недалеко, я так понимаю. Да, да. Ну, потом расскажем, у нас будет еще время. Ну и самое интересное.
Самое интересное, а конкретно розыгрыш медалей. Здесь на играх «Дети Азии» в параллельном гигантском слаломе у юношей и у девушек. Соответственно, девчонкам ladies first, как обычно, ничего нового. И малый финал. Гликерия Захарова и Виктория Козлова. Кто-то вот самый, наверное, но как, большой финал напряженный, малый тоже напряженный, потому что кто-то с медалью, с бронзовой, а кто-то с деревянной. Ну, кому Да. какая. Выбирайте, девушки, что вам больше нравится. Кто как проедет, тот такую и заслужил. Ну, обе девушки из одной команды Сибирского федерального округа допускает небольшую ошибку. Вот вторая Пытаются была, поправиться. да? Сейчас, да, Вторая сейчас, да, была сейчас ошибка. надо догонять. Сейчас нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Догоняет. Захарова догоняет уже, казалось бы, но никак она не справляется с управлением, не может себя собрать. А ведь сначала была впереди. Да, и впереди, в блестящем стиле она откатала практически все соревнования, но вот здесь нервы. Это чистой воды, это не мастерстве дело, это чисто нервы. Ей так хотелось вот в итоге быть. Конечно, конечно. Так на хотелось подиуме. в итоге быть на подиуме, что она просто себя в какой-то момент не собрала. Она раз ошиблась, ладно, два, догнала. И дальше следует Вот уже смотрите, все. смотрите, эти моменты такие, с одной стороны, обидные, с другой стороны, яркие, потому что это позволяет увидеть борьбу, накал страстей и одной из девчонок все-таки оказаться в дальнейшем. Вику Козлову здесь можно поздравить. Она справилась прежде всего не с соперницей, она справилась со своей нервной системой. Потому что, помните, мы с вами успели порассуждать про очень хорошо, это тоже плохо. Да. Вот сейчас, вот это очень собственное мастерство Гликерию сейчас удержало, собственно, за борт. Если бы сделай, как ты умеешь, у тебя спокойно бы получилось завоевать медаль. Но так, бронзовая медаль у Виктории Козловой, с чем мы ее, в общем, и уже поздравляем. Да. Уже Ну можно, и наверное, поздравить. самое вкусное, самое напряженное — Большой финал. Яна Ульянова и Мария Травиничева. Фанаты Марии знают уже за ее яркий кислотный шлем, могут за ней наблюдать. А фанаты Яны Ульяновой знают ее за прекрасное прохождение. Это раз Да. по исполнению. Ну и Давайте сейчас болеть, вот давайте они. болеть. Очень важный для девушек момент, очень яркий для нас, для зрителей, для болельщиков. По виражам даже посмотрите, как идут. Опа, ошиблась. Ошиблась. И очень серьезная ошибка. Ошиблась. И остается далеко позади и совершенно спокойно. Оля, Яна, спокойно. Яна. Яна, спокойно, кричат. Не надо никуда торопиться. И лидер квалификации подтверждает реноме. Без всяких «ме», выигрывая финал за явным. Но это в данном случае было бы, конечно, нокаут. Соперница, ну вот опять Маша не справилась с нервами. Это очная конкуренция, когда на кону медаль. То, о чем Вайлд, конечно, молодец. То есть, Да, это прям такая это внутренняя психологическая и аналитическая работа, это которую он над провел. собой работа, прежде всего, очень большая. До этого надо дорасти. Ты не гонишься с соперником. Нет его там. Трасса пустая, той стороны не существует на данный момент. Как только ты туда начал смотреть, все. Если ты хочешь показать лучший результат должен показать себе. Даже если при этом ты не выиграешь, да все равно. Знаете, Да лучше, какие страсти, конечно. прям драма. Ну, Потому что первое место одно. Справедливость спорта, она ровно в этом. Потому что если всем выдать по печеньке, то у каждого будет одна печенька, и все будут как бы в состоянии, когда ничего делать не надо особо, у каждого же будет. это философия. Это не философия, это как бы Жизнь. возможность эволюционировать куда-то. Хочешь больше, делай лучше. Ну вот, Да, оно да. самое. Согласен. Вот. Ну что ж, вот вам первая тройка у девчонок. Яна Ульянова, золото, Мария Травиничева, серебро, Виктория Козлова, бронза, Гликерия Захарова. Не расстраиваться.
Вот, но это тоже очень полезный опыт. Четвертый. Очень полезный. И все через это проходят, это бывает. Когда ты остановился в полушаге от медали, и тебе, ну, ты будешь это вспоминать, а как иначе? Ну, С тем, чтобы с потом... другой стороны, все равно место-то неплохое, и в рейтинге оно окажется. Вы знаете, вот и я... будут оценки, очки. Андрей, всё-таки. вы очень деликатный, очень правильный человек, вы очень верные вещи говорите. Вот попробуйте объяснить олимпийскому серебряному призеру Олимпиады, что он почти чемпион. Ой, ну Вот это- Олимпиада это Для них, совершенно, мне для кажется, них это примерно по статусу, по накалу, с учетом их возраста, их опыта международных соревнований. Это крупный международный турнир, как ни крути. То есть неважно, в каком он статусе здесь. Это крупный международный турнир с большим количеством очков зачетных, которые идут для получения разрядов в том числе. Возможно, первые в их карьере. И у большинства первые в их карьере. Потому что, ну, представляете, да, дети Азии? Да, я согласен. Здесь, наверное, девчонки уже у кого из, соответственно, вот победительниц, да, не было мастера спорта. Они, видимо, его получат. Ну, если баллов добрали, то могут и выполнить, согласен. Вот, ну, так что вот это самое расстройство. Лучше здесь и сейчас, что называется, да, с четвертым местом своим каким-то пожить. Чем, то есть, ну, вот... Гликерии просто не расстраиваться. Такое, ну, иногда случается. Вот опять это собственная ошибка. Здесь тебе никто не виноват. Ты или лучше, или хуже, но сам. Вот. Именно параллельный слалом, ну, мне, в принципе, параллельные командные дисциплины всегда нравились больше, потому что нету физического противостояния, есть противостояние с самим собой в основном, несмотря на наличие соперника. Ну, это круто. Ну и на старте Александр Турченко и Макар Бородин. Ребята, кстати, нервничают не меньше, просто по ним-то менее заметно. Смотрите, да, вот этот старт лицом к лицу. Видят друг друга. Здесь, конечно, важно, да, отключиться, абстрагироваться. И так холодно это воспринимать. Вот. ну да, начинает не всегда накатывать это удается. Макар и Прям понимает сейчас уже, да, Александр, что он ничего с ним не сделает. Подбил так флаг достаточно жестко. Ну и это серебряная. Ой, это бронзовая уже медаль. Да, бронзовая медаль, все верно. Мы что же, начало. Очень напряженно, с микро такими ошибками, но тем не менее. Вот где же он ошибается? Да, вот как... Ну, здесь широко. Вот тут не попал почти. Здесь вроде исправился, нагнал, но... Нет, сам момент отставания здесь очень тяжело уловить, потому что здесь насмотреть по ходу. Потому что они вот треть идут ровно, потом кто-то ошибается, там буквально в одном вираже. Там просто был удар достаточно сильный в стойку флага. У кого? У Саши? Да, и вот как раз это сбивает очень сильно. Он после этого фактически сдается, понимая, что потеряны драгоценные доли секунд. Скорость, да, прежде всего. И, естественно, дальше все это смысла уже не имеет. Ну и суперфинал. Суперфинал. Илья Хуртин, Дмитрий Подольский. У меня единственный вопрос, хватит ли Хуртину просто концентрации. В мастерстве мы уже успели убедиться, у него все хорошо. И хватит ли Дмитрию здесь мастерства побороться с Ильей, со своим результатом, потому что они, в общем-то, рядом. Не хватает. Не хватило. Не хватило. Несокрушимый здесь, это по-другому, наверное, не сказал. Вообще, такое ощущение, просто без эмоций. В любом случае, великолепный заезд. Супер, супер. Илья прям молодца. Молодца. Да, Дмитрий работал просто сколько мог. Плотно цеплялся, но вот
есть ощущение, что когда толкаешь бетонную стену, она не двигается. И вот это вот как раз сейчас соперничество очное. Особенно, когда ты ему в спину смотришь и понимаешь, что он уезжает дальше, да, а ты и рад бы догнать нечем. Ну и ошибка. Причем, ну вот опять, первая треть раз, даже первая половина практически. Ну вот ровно. Соперник начинает уезжать, и вот чуть-чуть здесь Дима ошибся, его вытащило на ту сторону практически, он промахивается мимо флага, но это уже никакого значения, в общем-то, не имело, потому что там, где ты ошибся один раз, соперник уехал в финале, ну, все. В любом случае, парни большие молодцы, показали красивейшее катание, техничное, быстрое, яркое, зрелищное. Ну и троечка у нас выглядит у ребят так. Илья Хурчин, первое место, Дмитрий Подольский, серебро, второе место, Макар Бородин, бронза, третье место, Александр Турченко, как и непосредственно до него прекрасный Гликерии Захаровой. Да, кстати, не очень похожая ситуация. Не расстраиваться, да. Ну вот, собственно, в параллельном гигантском слаломе у нас вот такие вот, ну, длинный на с вами получился эфир. 3 часа. Почти. Какая-то как 1 секунда. 4 часа. Ух, давненько не было такого. Давненько. Ну и самые... Ну и мы надеемся, что зрители вместе с нами получили огромное удовольствие. Шикарным зрелищем. Ну и у нас есть возможность сейчас просто уже, что называется, выдохнуть, полюбоваться на красоты и лучшие моменты. Здесь такой пам. Да, я это сделал. Достаточно, может быть, не столь пафосным, дежурным жестом, но очень уверенного, который получился у Ильи Хурчина. Случилось как раз окончание данного параллельного гигантского слалома. Большое спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Большое спасибо всем тем, кто проснулся в этот неурочный час смотреть еще и квалификацию. Дети Азии продолжаются. Далеко не убегайте. Оставайтесь на нашем канале. И пока с этой трансляции, наверное, все. Большое спасибо еще раз. Для вас работал комментатор телеканала «Матч» Дмитрий Бобцов. И большое спасибо моему коллеге за столь замечательный, очень продолжительный утренний эфир. Да, спасибо, Дмитрий. Мне тоже было очень приятно сегодня проснуться рано утром, чтобы показать нашим зрителям. Андрей Смирнов, вашему... Замечательный заезд. Вашему такими замечательными заездами. Андрей Смирнов. Спасибо, друзья. Всем пока. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Я приезжаю, и я начала просто матами. А я, короче, поворачиваю, вот там вот где я упал, я поворачиваю, а меня зацепило там, я еду просто бегаю, я понимаю, что я вокруг на духе. Я еду, зацепилась,
единственный раз, когда улыбнулся в камеру. Попали. Да, пока. Это так смешно выглядит. Я больше